Штейнс Гейт, или по-нашему Врата Штейна. Это больше, чем просто визуальная новелла. Это эталонный научно-фантастический триллер о времени с глубокими элементами драмы, выпущенный в октябре 2009 года в результате знакового сотрудничества студии Nitro Plus и 5PB. В этом видео мы разберем уникальную и культовую историю, влияние которой оказалось столь велико, что уже через 2 года родилась аниме-адаптация, которая по сей день является одной из самых высокооцененных в истории. Лично я знакомство со вселенной начал именно с аниме, и надо признать, из-за юного возраста и сжатого формата далеко не все гениальные идеи тогда дошли до моего сознания. Благо сейчас мой IQ стабильно держится на отметке в 170, и я готов дать полномасштабный разбор самой первой, самой полной и неповторимой версии новеллы 2009 года. Я постараюсь не упустить ничего важного, ведь разбор идеально подойдет как для новичков, так и для опытных лаборантов, чтобы заново прочувствовать все ее оттенки и детали. Настоятельно советую всем самим испытать невероятный опыт в совокупности с живыми диалогами и невероятно красивым и единым визуальным стилем. Структурная игра делится на 10 глав, где первую половину мы будем неспешно знакомиться с бытом героев, чтобы во второй быть втянутым в крупные сюжетные перипетии с путешествиями во времени. После разбора мы будем делать промежуточные выводы, а по достижению финалов разбирать одну из 6 ключевых концовок. Игра обладает непривычными геймплейными механиками, о которых я также расскажу по ходу повествования. О чем точно можно не переживать, так это за сложные термины. В игре есть встроенный глоссарий, а у меня в запасе найдутся слова для научных, культурных, анимешных и локальных приколов. Помните, что здесь поднимаются различные высокие идеи через контент, доступный не для широких масс, а я же скажу, что всем здесь есть 18 лет. Сам я ни к чему не призываю, все для ознакомления. Все необходимые материалы и инструкции к ролику есть по ссылкам ниже. Пора наконец-то разобраться, о чем на самом деле были Врата Штейна. Эль Псай Конгру. В начале игры на фоне шумов некто поведает нам истину, что люди легкомысленны и многое не замечают. Сам герой тоже был глуп и слеп, отчего потерял нечто важное для себя, из-за чего мир в корне изменился, как подобает эффекту бабочки. На фоне космоса и заголовка игры нам также скажут, что вселенная имеет начало, но не имеет конца. Звезды по итогу уничтожаются, человек не в силах превзойти самого себя, из-за чего все это называется божественным предупреждением тем, кто хочет восстать. И после такого пафосного начала мы спускаемся на землю, где, игнорируя нашу невинную подругу, докладываем по выключенному телефону о нашей миссии визита к некому доктору Накабачи, который связан с тайной организацией и прочим, и нам суждено пробраться в радио Кайкан, чтобы что-то выяснить во имя судьбы или же выбора Врат Штейна. Нас же окликнут Акарином, чтобы мы очнулись от бреда и наконец-то зашли внутрь. Поднявшись на 8-й этаж, запыхаемся, пока наша подруга Маюри рада нашей защите от внешних угроз. Перед нами 16-летняя подруга детства, нам самим 18, которую мы воспринимаем как младшую сестру, потому всегда наблюдаем и заботимся о ней. Наконец-то достигаем комнаты конференции доктора Накабачи о изобретении машины для путешествий во времени, где поправим подругу звать нас не Акарином, а крутым именем Хоин Кёма, так как мы безумные ученые, за которым охотится организация Мухаха. Правда, Маюри все равно наивно считает, что настоящее имя Акабе Ринтара нам больше подходит, да и сокращение удобное. Только сейчас она поинтересуется, что мы здесь делаем, на что расскажем, что здесь, в Токио, Акихабаре, на 8-м этаже пройдет конференция полоумного доктора Накабачи, которому пришло, дай бог, человек 10, но раз уж Накабачи тоже безумный ученый, можно с ним и связаться. Вдруг слышим радиоволны и резкий шум, как от взрыва. Поднявшись на крышу, видим странный аппарат, похожий на спутник, на фоне которого слышим, что конференция пройдет как задумано. Это все очень подозрительно и заставляет не на шутку накручивать, но мы спускаемся на этаж ниже, где отчитаемся по выключенному телефону и найдем ничем не обремененную Маюри, которая смотрела на игрушку с автомата, Упа, маскота местной серии карточных игр Райнет. Мы ей одолжим деньги и выиграем редкого Упу, так как для великого ученого все возможно. Маюши, как она себя называет, будет рада редкому металлическому Упи, и пока она миленько расписывается на нем, вместе пойдем на конференцию. Полупустая конференция начнется с легких хлопков, чтобы практически сразу после начала уверенно встать и обвинить Накабачи в плагиате изобретения у интернет-гения Джона Тайтера. Из-за криков и кривляний в образе безумного ученого нас хватит, но не полиция и даже не тайная организация, а обычная девушка Макиса Курису, которую мы узнали, так как это наша ровесница, которая после выпуска с американского университета публиковала свои труды в научном журнале, который с корешем на днях читали. Она отведет нас в сторонку с пренебрежением, игнорируя наши шизовые обвинения в работе с тайной организацией, а также разговоры по выключенному телефону, ведь та хотела серьезно расспросить нас, что мы от нее хотели 15 минут назад перед конференцией, да еще и с грустным видом. Мы не поймем эту девушку гения и просто уверенно махнув халатом уйдем, дабы про себя прогонять идеи, что тайная организация взялась за нас всерьез. Накабачи мы уже уличили в обмане перед всеми, поэтому остается только забрать
забрать Маюри и уйти. Нам придет письмо от неизвестного адресата, где во вложениях были только помехи, а сама подруга трубку не берет, чего будет достаточно, чтобы встревожиться за безопасность мелкой, поэтому ломанемся спасать ее. На 8 этаже в комнате находим грустную мордочку, ведь Маюша потеряла своего дорогого во всех смыслах Упу, которого поможем искать, дабы по возможности продать игрушку и заработать. После такого слышим вдали мужской крик. Оставив малую ждать нас, пойдем на проверку в жуткий темный коридор, где в дверях подсобки увидим знакомое бездыханное тело. Перед нами в луже крови лежало тело Маки Сакурису. После оцепенения к нам подтягивается народ, а мы после такого бежим с Маюри прочь с места убийства. Дойдя до улицы с Маюри, решительно пишем нашему другу Дару письмо, что кто-то в радио Кайкане убил Маки Сакурису. После отправки сообщения мир будто стал совсем другим. Вокруг нас не было ни Маюри, ни людей в принципе. А в здании радио Кайкана на 8 этаже торчал странный аппарат, космический спутник, который мы видели до этого. Глава начинается с записи видео для будущих лаборантов, где, минуя скептические комментарии друзей, нам расскажут про лабораторию гаджетов будущего, цель которой — разрушить мир и привести его к хаосу. Назвав почти точный адрес, Акарин уточнит, что лаба находится этажом выше, чем скудный магазинчик ЛТ-мониторов трубки Брауна, чей владелец Теноджи также является хозяином здания, у которого снимаем второй этаж. Про нехватку кадров. Сейчас в лабе работают лабмен номер 1, сам основатель безумный ученый Акабе Ринтара, лабмен номер 2 Шина Маюри, сооснователь, чья роль шить милые костюмчики, и, пожалуй, самый полезный лабмен номер 3 Супахаку Хашида Итару, он же Дару, а также суперхакер. В ходе спора выясним, что наши игры безумного ученого не более чем синдром восьмиклассника, оно же Чунибью. Разговор с монитором не то же самое для Дару, что и разговор с 2D вайфу. В общем, у нас тут колоритная банда шизиков, потому отходим от монитора, чтобы по очереди всех представить. Оценив стрёмную игру про Аль Пакмена, подходим к Дару, жесткому атаку, любителю аниме, а также 3D горничных, с которым в легкой манере будем потрунивать друг друга. На фоне Маюри уколола пальчик, а значит пора рассказать, что она 16-летняя школьница, которая шьет костюмы для девочек. Ну а если честно, то она совершенно бесполезна. Но мы ее никогда не выгоним, потому что она наша подруга детства и первая, кто вообще вступила в ряды лаборантов. В тот день она согласилась остаться, так как якобы является нашей заложницей. Минуя РП, главное, чтобы она всегда была рядом. По итогу телевизор с Аль Пакманом сломался и выключился, а значит его нужно отнести хозяину внизу и починить его. Ложимся на диван, чтобы, закрыв глаза, вновь очутиться посреди пустой улицы. И да, оказывается, в тот раз Маюри не исчезла, и ничего странного в резко пропавших людях та не заметила. Из интересного был только торчащий из здания спутник и ничего более. Нам покажется странным, что других людей даже в магазинах нет, но нас найдет полицай, который не очень вежливо попросит пройти с ним, так как конференция закончилась еще час назад. Всех эвакуировали из-за спутника, а в здании никого не зарезали. В общем, после этого мы и добрались спокойно до лаборатории, оставаясь в недоумении от противоречий. Созываем подопечных, чтобы произнести спич, как тайная организация вновь не смогла сломить наш гений и прочее. Параллельно хлебнем любимый доктор Пейпер, чтобы вместе с Дару пойти за шторку в нашу лабораторию, где с забитыми окнами валяется всякая всячина, то есть гаджеты будущего. Дару не сразу поймет, над какой задачей он должен был работать, так как за 3 года знакомства он нас все еще не до конца понимает. В лаборатории существует 8 гаджетов, которые по сути своей являются связкой каких-то бытовых и не очень вещей, по типу странного пылесоса, камеры на вертолетике и прочего. Сейчас работа ведется над 8-м гаджетом будущего, мобилоновки, название временное, а временное потому что название хотим поменять потом. Итак, его суть в том, что с телефона, позвонив на микроволновку, она начнет греть еду дистанционно от вас. Но Маюри, разогрев недавно свою любимую курочку номер 1, заметила, что разогретая еда заморозилась, и мы с Дару теперь пытаемся разобраться почему. Еще из интересного, бананы в мобилоновке, название временное, становятся гель-бананами. Маюри так называют полужидкие странные бананы, которые получаются впоследствии пользования. В общем, просим малую принести еще бананы, на что та не очень будет рада, так как бананы покупает только она, а ради будущего человечества переводим продукты мы. Положив горсть бананов в печку, нас знакомят с работой устройства, а также механикой доставания телефона. Телефон — это единственная вещь, с чем мы можем взаимодействовать в любое время игры, и он, как подобает, пишет смс и звонит. Можете в нем поковыряться, поставить обои и сменить рингтон, а в остальном разберемся по ходу сюжета. Без вариантов достаем телефон и звоним мобилоновке, название временное, где в трубке услышим инструкцию Маюри. Чтобы разогреть еду на 2 минуты, просто вбиваем решетка 120, но можете ошибиться хоть десяток раз и получить за это ачивку. Да, в игре есть достижение. Но вбив правильно, разогреваем бананы как надо, а если написать 120 решетка, то произойдет обратное. И вот перед нами позеленевшие, обмякшие гель-бананы. Дару заклинит от фразы Маюши про мягкий банан, а мы, пнув его, начнем размышлять, что это даже не заморозка, а что-то другое, но не поняв, что за хрень, никто и не удивится нашему открытию. Через время идем с Дару в универ на летние подкурсы, а точнее на семинар. И да, про телефон. Нам время от времени будут приходить смс от наших знакомых, в которых помимо погружения и раскрытия некоторых сторон героев, мы можем
на выделенные сообщения иногда отвечать, и даже по-разному. Есть и сюжетно важные ковыряния по телефону, которые я не упущу, но остальные я буду вынужден опускать, дабы не сбивать темп повествования. Просто считаем пока это приятным бонусом для более тесного знакомства с персонажами и их делами, мыслями и прочим. В такую жару наслаждаемся прохладным лифтом, чтобы по выходу с него столкнуться с девушкой, живой Макисы Курису, держать за ее плечо и рассматривая с ног до головы, не верю в ее жизнь, сама потерпевшая девушка-зомби назовет нас извращенцем. Мы начнем объясняться за случившееся, но Дару подскажет, что мы послали сообщение неделю назад про ее смерть, хотя мы писали ему часа 3 назад, а сама конференция на Кабаче вообще была отменена. Проверив сообщение, которое разрезалось на 3 части, видим, что и вправду дата отправления была недели ранее, что заинтересует Курису, но то отведут в сторонку, так как скоро начало семинара. На удивление, именно девушка-гений ведет семинар, который посвящен невозможности путешествий во времени, чему мы опять публично возразим. В итоге вместо лекции, ловя неловкость, слушаем, как безумного ученого разматывает 18-летка, которая вполне научно расскажет про несколько из 11 теорий путешествий во времени. Но дабы не затягивать, скажу, что все строится на приближении к скорости света, чтобы путешествовать в будущее, а для этого нужно свести на нет массу объекта. Также есть теории про космические объекты, черные дыры, кротовые норы, которые во всяком случае на 2009 год не обнаружили, а значит это не более чем теория, и на практике такое проверить не судьба. Да и каждая следующая теория рушится о предыдущую, и это не говоря о временных парадоксах и закону сохранения масс. В общем, даже на наши каверзные вопросы ответили с блеском, и дальше получилась впечатляющая лекция, которой мы были поражены во всех смыслах. С Дару мы распрощались, но после того, как мы увидели человека, который умер, но теперь снова жив, заставит нас усомниться в противоречивой реальности, потому не лишним пойти очиститься в ближайший храм Янабаяши. Там нам уже машет Маюри, а также Урушубара Рука, сын главы храма. И да, этот чарующий женской красотой в традиционном наряде человек – парень. Несмотря на нежный голос и манеры, это парень. Хорошо выглядит в наряде Мика, но это парень. Только что метлой убирая храм, но это парень. Здесь довольно жарко, но это парень. Журчат цикады, но это парень. В общем, вновь включив Чунибью, расспрашиваем нашего знакомого, который по совместительству одноклассник Маюри, за тренировки с очень важным мечом, который мы купили за 980 йен, но по РП Рукака является нашим учеником, который с мечом Самидары тренируется перед нападением злых сил. Маюри очень рада, что мы дружим с Рукако, а нам же сейчас нужна реальная помощь в экзорцизме. Для специального обряда Рукака сбегает за необходимым, попросив разрешения отца, а Маюри проверит старые часики, которые очень важны для нее, ведь она их носит с детства. Она отправится на работу, а сразу после поедет домой. Мы с ней живем в одном районе, но летом стали ночевать в лаборатории. Напоследок убедимся, что даже Маюри не помнит никакого крика на конференции и попрощается с фирменным тутуру. Приходит наш кавайный экзорцист, но тот без понятия, что делать, поэтому изображаем вселение злого духа в руку, отчего перепугавшись, Рукака шибанет нас по предплечью, отчего мы оправимся и будем благодарны за помощь. Рукака также застенчиво будет рад нам помочь, но это парень. После этого тащим сломанный телек с лаборатории в магазин устаревших 42-дюймовых LT-телевизоров, и вот перед нами огромный накачанный Туноджи Юга, или же, как мы его называем, Мистер Браун, за его любовь к трубкам Браун, владелец магазина и хозяин здания, где мы обитаем. Ему мы приносим его телек на ремонт, за который тот возьмется только за доплату, чему мы, как бедный студент, будем не в восторге. Игнорируя наши пафосные замашки, мистер Браун скажет, что ждет гостя, несмотря на то, что магазин закрывается рано, а его любимая дочурка Ная сейчас отсутствует. Да, у него есть дочь, которая дружит только с Маюри, когда как нас с Дару она боится, несмотря на то, что часто на нее натыкаемся. После ремонта и вынужденной оплаты позади нас появится подтянутая девушка Аманы Сузуха. Она пришла устроиться работать в магазин на полставки и, пройдя легкое собеседование, без труда получает работу мечты. С нами она тоже знакомится, несмотря на угрозу быть вовлеченной в нашей внутренней борьбе с организацией. Браун просто пригрозил нам увеличением арендной платы, и мы спокойно представляемся ей, в то время как Аманы хорошенько нас осматривает, после чего скажет обращаться к ней за помощью, в случае чего, ведь она уже привыкла. Мы не поймем 18-летнюю мадам, потому зловеще махнув халатом, уходим совершать судьбы людей дальше, мухаха. Жара нас доконала, потому посреди улицы утоляем жажду холодным кофе и ковыряемся в интернете. Дело в том, что мы вспомнили о самопровозглашенном путешественнике во времени, Джон Тайтере, о котором мы читали еще в детстве лет 10 назад, что тот якобы вернулся из 2036 года за ретро-компьютером IBM 5100, а в последнее время следили на популярном форуме за ним, где тот частично смог предсказать многие события из будущего. Сейчас же объявился новый интернет-герой Джон Тайтер, которого никто не воспринимает всерьез, а в интернете вообще пропали всякие упоминания о Джоне Тайтере десятилетней давности. Мы же считаем, что это вновь проделки страшной организации, потому решаем пойти к единственному человеку, с которым обсуждали старого Джона Тайтера, нашему другу Дару, который сейчас, скорее всего, сидел в мейд-кафе. По пути натыкаемся на радио Кайкан, вокруг которого собралось много людей. Ничего удивительного в толпе зевак, поразившихся из ниоткуда появившемуся спутнику внутри здания, а вот
мы снова начнем думать о противоречивых воспоминаниях касательно этого места. Среди людей мы обратим внимание на загадочную девушку, которая как будто фотографировала нас. Начинаем докапывать подозрительную леди в ее связи с тайной организацией, но девушка робко извинится, что мы попали в кадр. Она представится как Кирю Моэка, репортерша, которая ищет старую легенду Кихабары, ретро-компьютер IBM 5100. Мы плохо разбираемся в компьютерах, да и Моэка слишком неразговорчива и застенчива, что той куда проще молниеносно печатать СМС, потому нехотя даем ей свой почтовый адрес и обещаем связаться с суперхакером Дару, который, возможно, сможет помочь. Она очень настырно просила помощи и даже преследовала нас, так что иного выхода отвязаться и стереть свои фотки с ее телефона у нас нет. Мы же по РП посчитаем ее эспером и запишем в телефоне как сверкающий палец за суперспособность быстро печатать. Наконец-то доходим до мейд-кафе Мейд Квин Нян, где работала Майюри в косплее, а также ее близкая подруга и руководитель заведения Феррис, позитивная молодая девушка, которая в образе всегда произносит ня в конце предложения. От Дару мы знаем, что она также лучший игрок в Райнет, но ради работы не принимает участие в крупных турнирах. Она расспросит нас за нашу борьбу с организацией и прочим, но мы ее не собираемся посвящать в наши дела, так как она очень настырная, и даже ее новые секретные техники мы проигнорируем. После такого непринужденного диалога с девочками, наконец-то садимся к Дару, который, будучи фанатом Феррис, очень позавидует нашему тесному общению с главной красавицей вселенной, что также подметит Майюри. Мы сквозь последние события наконец вспоминаем, зачем вообще сюда пришли. Мы наконец расспрашиваем про Джона Тайтера, и хоть Дару должен был помнить об американском путешественнике во времени, которого обсуждали с ними еще в школе, наш друг вообще не помнит его. Сославшись на забывчивость, спросим про IBM 5100, на что узнаем, что это очень редкий и дорогой компьютер, который, по нашему мнению, способен уничтожить мир. Параллельно с этим нам напишет сверкающий палец, и кроме информации о себе, отправит фотографию этого компьютера. Нас прервет Феррис с нашим заказом в виде омлета, послушав разговор об уничтожении мира. Она будет вновь подыгрывать нашим безумным фантазиям, что будет нам докучать и смущать в присутствии ее же посетителей фанатов. После перекуса возвращаемся в место силы, где в душной хате садимся читать посты нового Джона Тайтера, раз уж старые пропали. Трейди в основном задают вопросы и троллят новоиспеченного путешественника, поэтому через время решаем старую проблему с мобилоновкой, название временное, подключенного к компу, дабы разобраться с ее странной функцией. Вместе с Дару рассуждаем, что желификация бананов произошла из-за распада на молекулярном уровне, а значит наша машина может стать отличным оружием, о чем отчитаемся по выключенному телефону. Вторым этапом станет горсть бананов, купленные на деньги единственно работающей Майюри. Во имя науки, конечно же. Экономя бананы, суем один в печь и по звонку активируем ее. Потрепавшись о своем гении, после 2 минут видим, что бананы исчезли из мобилоновки, название временное. А после охеревания еще через время заметим, что гелевый банан заново появился и сросся с остальными, будто его и не трогали. Будучи в тотальном шоке, мы не сразу заметим, что за нами стояла 17-летняя девушка-гений, издевающаяся над парнями, будучи зомби Курису Макиса. Через взаимные гневные слова Курису невежливо попросят не называть ее зомби, а сама она поинтересуется, действительно ли мы ее хороним или просто оправдываемся за домогательство. Приведя в лабораторию, та представится и удивится японским манерам, так как сама до этого 7 лет жила в Америке, на что мы обратим внимание, учитывая грациозность и внешность. Курису без стеснения изучит гелевый банан, на что Дару зациклится пошлой формулировкой, когда как мы будем стебать стеснение Кристины. Да, мы теперь ее так называем. После словесной перепалки и взаимной неприязни уговариваем ее стать новым лабменом, в отместку позабыв о наших якобы домогательствах и извращениях. После комедии вновь с научным интересом изучаем явление мобилоновки, название временное. Если коротко, мы пустили в разнос и второй банан, повторив эксперимент с тем же результатом, который не сработал бы, например, с солью из-за мелкоты, а также рассказали, что машина однажды дала сильные искры, когда мы послали сообщение Дару о смерти Кристины, что всем покажется странным, так как с их точки зрения даже конференция на Кабаче не произошла, не говоря обо всем остальном. Мы же, включив безумного ученого, свяжем подключенный телефон с электрическими искрами, но наши возгласы прервет голодная Майюри, которая принесла курочку номер 1. Она будет очень рада новому гостю и вместе с этим новым лабменным девушкой, что будет взаимно. После этого мы кладем курицу в печь и просим ассистентку отправить письмо, чего та не может без адреса. По итогу Дару пишет за нее сообщение, что Акарин извращенец, предав тем самым братское. Майюри будет ругать нас, что мы опять попортили ее бананы, а Дару, отправив нам письмо, запустит с мобилоновки электрический разряд. После мощного грохота все были в порядке, а наша машина проломила стол. Майюри расстроится, что курочка сгорела, Курису будет недовольна, что мелкая не так запомнила ее имя, а Дару захочет проветрить помещение. Мы же, наслаждаясь моментом, затыкаем всех, открыв телефон и найдя отправленное сообщение, которое датировалось 24 числом, то есть 5 днями ранее. Эль Псай Конгро, полным пафоса, связав перемещение банана назад и отправка СМС в прошлое, смело говорим, что наша мобилоновка — это настоящая машина времени.
После последних событий мы чувствовали сильную усталость. Курису не поверил в машину времени и ушла, Майюри обидела за испорченную курицу и также поехала домой. И пока Дару усиленно работал за компьютером, мы обдумывали основные проблемы с мобилоновкой. Название временное. Мы должны были обезопаситься от электрозаряда, поэтому приготовили ведра с водой. Второй проблемой было то, что машина увеличила массу и пробила пол, поэтому теперь мы ее поставили на пол, подстелив подушку, чем также скрыли дыру, что все равно настораживает, ведь пробив пол, мистер Браун может поднять плату за аренду. Последние важные проблемы — это условия отправки сообщения, так как более 40 экспериментов не прошли успешно. Нам приходит сообщение от сверкающего пальца, и да, мы ее игнорили все это время, тогда как она хотела с нами связаться по поводу ретро-компьютера. Мы же не очень любим часто писать смс, поэтому, забив на мойку, идем к Дару, чтобы предложить перекусить, но наше внимание займет изображение большого адронного коллайдера, сокращенно БАК, уникальной разработкой конторы под названием CERN. Нас поразит это, ведь Джон Тайтер 10 лет назад писал, что CERN изобретет машину времени до 2034 года. Помимо возможной их связи, Дару расскажет, что CERN — исследовательское учреждение в Европе по теме физики элементарных частиц и так далее. Они также первые, кто создали сайт в интернете. В общем, сейчас они при помощи огромных и дорогих машин разгоняют элементарные частицы, сталкивая их в туннеле и наблюдая, чем, возможно, могут создать маленькие черные дыры, хоть сами CERN это отрицают, так как энергия быстро кончается, чтобы черная дыра могла хоть что-то сделать всему вокруг. По телефону сообщаем, что нашли зацепку с Джон Тайтером и CERN, на что Дару опять скептически на нас посмотрит за шизовость, и вновь будут глупые разговоры. Перед тем, как дальше пойти спать, просим Дару всерьез хакнуть CERN, чему Дару знатно охереет, но делать больше нечего, раз уж мы настолько этого хотим. Проснемся уже в сумерках, заметив, как Дару что-то печатал за компом. Вместе с этим решаем опять почитать посты Джона Тайтера, пока нас не прервет Сузуха, которая вежливо попросит забрать починенный телек. На улице, едва вспомнив ее имя, начинаем разглагольствовать, какой важной миссией мы сейчас заняты и так далее, о чем Сузуха мигом догадается, послушав с улицы наш разговор, и воодушевленно поддержит наш взлом CERN. Мы же, роняя кал, просим ее никому не рассказывать о наших потаенных делах, и внутри магазина забираем телек. Сам хозяин мистер Браун уже давно ушел, вероятно, чтобы забрать свою любимую дочурку, благо сейчас его может подменять Сузуха. Платим за телек и так уж и быть соглашаемся сами тащить его наверх, параллельно обсуждая наши якобы сверхспособности и прочий бред, чему Сузуха подыгрывает и даже делает интересное замечание, что якобы CERN сокращает людей суперсилами. Нам на телефон вновь приходит спам от мойки про IBM 5100, чему Сузуха напряжется. Она слышала про городскую легенду от знакомого, и хоть пока что у нас другие приоритетные задачи, Сузуха скажет, что у этого древнего компа есть скрытая функция. Мы же, как сверхгении, вспомним, что Джон Тайтер писал про уникальный язык программирования, который в 1975 году читал только этот ретро-комп. Зачем Тайтер и перемещался в это время? Подруга удивится нашей осведомленностью, а мы же обдумаем, сколько денег за такой раритет могли бы получить. Далее мы обменяемся почтой и уйдем. Спустя 20 часов взлома под утро решаем все же написать новому Джону Тайтеру, печатая его же старые предсказания для убедительности. После этого под бодрый тут-туру к нам придет Майюри, чтобы вместе с нами поесть, пока Дару продолжает упорно работать в стиле суперхакера. Мы же расскажем Майюше про наши великие планы, обещав не делать чего-то незаконного. После болтовни про еду Дару наконец-то подбирает пароль и входит в аккаунт сотрудника CERN. После перерыва начинаем с воодушевлением рассматривать монитор, пока Майюри также ничего не понимает. Мы воодушевим Дару, что все возьмем на себя в случае проблем, пока Майюри обижается на нас за чтение чужой почты. Ближе к делу. Мы читаем корпоративную почту и после расшифровки и перевода узнаем про эксперименты над группой людей, создание микрочерных дыр и какой-то загадочной Z-программе, что отчасти совпадает со словами Джона Тайтера. В ходе последней программы кто-то даже умер, что не остановит наш безумный гений. Пока что просим Дару искать что-то связанное с машиной времени, но нужно подобрать другой логин для большей информации, что займет время, так что пока делаем тайм-аут. Помимо найденного есть еще странно зашифрованная часть базы данных, которую Дару будет анализировать целый час, но ничего не добьется и психанет. Майюри попросит всех отдохнуть, так как мы и так не спали 2 суток, а нам на телефон придет ответ от Джона Тайтера про то, что возможно старый Джон 10-летней давности был другой он, с другой мировой линии, которую мы каким-то чудом помним. Нас вообще поразит, что нам ответили, поэтому отправим ему фотографию зашифрованных данных, на что через время узнаем, что для доступа к этим данным нам нужен IBM 5100 1975 года. Громко созвав всех, объявляем новую совершенно секретную миссию по поиску ретро-компьютера. Майюри будет против делать плохие дела, так как ей нужно шить костюмы, пока как Дару хочет наконец-то поспать. Выйдя на улицу, к нам на велике приедет Сузуха, которая до этого каталась только на мотоциклах. Приехала же она на работу, но мы ее остановим спросить про ретро-компьютер, но та знает немного, в отличие от ее знакомого, который уже давно умер. Ее на работу будет торопить мистер Браун через наши подколы в увлечениях молодыми девушками. Воин на полставки, она же Сузуха, будет возражать, что она малолетка, чем вызовет уважение у нас. Та пойдет на работу, а нас поймает Майюри, которая вместо поиска компа захочет погулять и пообедать. Мы не возражаем ей и, вздыхая, идем по району. Обсуждая возможные магазинчики, Майюри начинает исполнять так называемое рукопожатие звездной пыли,
цели. Старая привычка Маюри, словно в трансе протягивающая руку к небу, так как та хочет дотянуться до звезд. Мы мило ее окликнем, чтобы пойти дальше. Уже в одного продолжаем искать компьютер, и вне зависимости от прихоти игрока мы все равно будем вынуждены связаться с Мойкой, которая все равно ничего пока не нашла. У радио Кайкана, минуя очередное сообщение, натыкаемся на Курису, которая пришла посмотреть на спутник в здании. Буду краток. Мы будем давать друг другу обидные клички, реагировать на это, смущаться, обижаться и троллить, что мы отвечаем Мойке на сообщения, пока наконец конструктивно она не поинтересуется за мобилоновку, название временное. В общем, она не верила, что подрубив телефон к микроволновке, мы получим машину времени. На что будем лишь гордо говорить, что все ученые ошибались и так далее. Курису расскажет, что ее отец тоже увлекался машинами времени, из-за чего его выперли из научного сообщества, поэтому подруге не по душе заниматься такими же исследованиями. Мы же скажем, что не злимся на нее и гордо уйдем. Правда, нас возьмут за халат и продолжится перепалка с осуждениями наших манер. Она спросит за обстоятельства своей якобы смерти, на что мы расскажем ей про нашу иллюзию, что видели ее в луже крови и сбежали со всех ног. После этого заинтересуем ее тем фактом, что ретро-комп связан с известным Серн, но Курицу не поддержит наши шизовые мотивы и бездоказательные доводы. И да, мы раза 4 не могли уйти друг от друга, но наконец разошлись. На следующий день шатаемся по району, все в тех же поисках компа. Здесь будет первая интересная развилка, ведь нам позвонят по телефону, который можно взять или отклонить. Сохранившись здесь, допустим, что вы не возьмете трубку. Тогда, шатаясь по улицам, мы наткнемся на Мойку, которая вместо нормальной беседы будет в основном неловко печатать милые сообщения нам, параллельно рассказывая о своих безрезультатных поисках. Будучи гением, мы никак не можем нормально достучаться и поговорить с девушкой, поэтому, стиснув зубы, принесем ей кофе и утешим, что скоро сможем найти IBN 5100. После этого мы, не найдя зацепок и распрощавшись с нелюдимой Мойкой, поинтересуемся за Маюри и в любом случае или позвоним ей, или напишем, чтобы та перевела тему на Дару. Набрав ему, услышим, что тот, сидя в мейд-кафе, выяснил, что Феррис кое-что знает о компе, что очень нас воодушевит. Поддержав интригу, если бы тогда мы ответили на звонок, то связались бы с Маюри, которая кое-что узнала и срочно зовет в мейд-кафе, сбросив после звонок. Делать нечего, поэтому идем в мейд-квиннян, где у порога Маюри угостит курочкой и скажет, что расспросив всех, только Ферри знает об IBN 5100. Украв у нее еще курочку, благодарим за информацию и просим бежать домой, если что-то пойдет не так, но она слушается, так как у нее тут работа. Внутри нас встречает Феррис, готовясь к соревнованиям Кубок Феррис, суть которого попытаться обыграть ее в карточной игре ради возможности поесть ее домашнюю еду. Нас уже это все мало волнует, но Феррис навязчиво будет просить принять участие, иначе нам придется уйти ни с чем. Ведемся на манипуляции и соглашаемся сразиться в обмен на информацию про компьютер. Нам дают номер участника 28 и сажают за стол, где после тяжелой работы вовсю сидел и отдыхал Дару, также участвуя в турнире. И вот начинается шоу, которое так давно ждут все фанаты Феррис. Если кратко, та в легкую разматывает одного за другим, пока как Маюри поведает, что эта игра популярна во всем мире, а Феррис нет равных, хоть та и не участвует в крупных международных матчах. Дару также проигрывает, а значит пора мстить за всех и сразиться с Феррис. Спустя 5 минут мы в сухую продули, чему наши друзья огорчены, мягко говоря. Но мы на сверхразуме выкручиваемся, что договорились узнать информацию, если сыграем без нужды в победе. Феррис так уж и быть скажет, что что-то слышала от отца коллекционера ретро-техники про IBN 5100. К сожалению, к ней домой пойти нельзя, так как это священная земля для кошка-девочек и прочее, что изрядно нас выбесит, тем самым расстроив ее. Правда, толпа готовых убить за расстроенную Феррис быстро надоумит нас вновь сыграть в дурака, поэтому, ловя лживую боль в руке из-за якобы демонов, ливаем из кафешки. На улице к нам придет Маюри, которая, спросив Феррис за компьютер и показав фото, узнала, что Феррис в детстве с отцом пожертвовали такой компьютер в один из храмов. В районе всего 2 таких храма, поэтому благодарим Маюри и наивно прощаемся с ней. В итоге, в любом случае, в сумерках мы посетили один популярный храм, но там не было информации про компьютер, а значит неохотно осталось пойти в храм Янабаяши. В любом случае нам позвонят, это будет вторая развилка, поэтому делаем сохранение и по порядку. Если возьмем трубку, то через расспросы узнаем ассистентку Курису, которая, узнав, куда мы идем, сразу сбрасывает. Номер она узнала от Дару, а мы же ворчим на ее характер и беспардонность. У храма нас уже ждала ассистентка, но только ради того, чтобы расспросить про IBN 5100, о котором ей рассказывали. В любом случае к нам придет Рукака, которого отчитаем, что тот не носит с собой великий меч Самидары, чего не выкупит Курису. Мы только на второй раз нормально представим новую подругу, которая вежливо удивится, что она всего на год старше Рукака, притом не подозревая, что перед ней парень. Мы начнем расспрашивать за компьютер, на что Рукака позовет своего добродушного и позитивного отца, который без проблем вспомнит, что ему действительно оставляли компьютер 9 лет назад, при условии, что если кто-то за него спросит, спокойно отдать первому попавшемуся. И вот IBN 5100 в коробке прямо перед нами. Победа! Курису скажет, что у Рукака прекрасный отец, что тот неправильно поймет, а мы же дадим товарищу напутствие к дальнейшим тренировкам. Курису не понимает, почему мы запугиваем девушку, хоть это и парень. Дальше буду краток. Компьютер триндец какой тяжелый, и в одного мы бы не донесли его до лаборатории, а Рукака не слишком силен, в то время как Курису еще немного погнет свою линию, но будет вынуждена согласиться помочь нам, чтобы не заставлять милого Рукака. В итоге мило вдвоем прощаемся с Рукака и тащим с претензиями коробку. Дотащив до лаборатории, понимаем, что нам придется таскаться еще и по лестнице вверх,
наверх, благо там горел свет и можно было кого-то позвать. К нам придет Сузуха, который удивится, что мы действительно нашли IBN 5100, да еще и в храме. Но она резко нахмурится, когда заметит Курису Макиса, чего не поймет последнее. Мы представим, что это был воин на полставки, который работает в магазине внизу, и потащим коробку наверх. Там все лабмены будут рады находке, но Майюри уйдет домой, а мы с Дару и Кристиной будем обсуждать дальнейшие действия. Вновь поддержав интригу, скажу, что если бы тогда мы не взяли трубку от Кристины, то в одного бы пошли в храм, где также у Рукака и ее отца нашли компьютер. И да, в одного мы знатно курчились, поэтому Рукака нам еле-еле помог донести коробку до лаборатории, что будет очень романтично, так как мы поблагодарим за помощь. Но это парень. В общем, зовем снаружи хоть кого-то, откуда слабые вышли только радостная Майюри и обидевшийся за игнор Курису. Сузуха также злобно повтыкает на Кристину, и всей компанией поднимемся наверх, где Рукака с Майюри уйдут, оставив нас с Дару и ассистенткой обсуждать дальнейшие действия. Вновь все в одной точке, значит пора обсудить с ребятами дела, но нас расстроит, что Курису называет нас Акабе вместо крутого Хоин Кёма, за что с пафосом накричим на нее, а чего та даже всплакнет и отойдет в страхе. Мы ее утешим доктором Пеппером и начнем отвечать на накопленные смс от Мойки, что мы все же нашли компьютер, но если та хочет его увидеть, то пусть приходит лично, так как мы его отдавать не собираемся. После этого вводим Курису в курс дела, что мы взломали Серн и узнали про некоторые эксперименты, планковские черные дыры и связь данных для IBN 5100. Подруга остается в лаборатории, так как тоже не испытывает симпатии к Серн за их ценной наукой, сокрытие экспериментов и прочим. Зайдя в лабораторию, Курису надевает белый халат, который никто не надевал, так как кроме нас никто всерьез не воспринимает научные дела по входу в лабу. Обсуждаем вновь фрактальную структуру и почему бананы становятся гелевыми, а курица заморожены. С другими продуктами ничего подобного не происходит и утверждать что-то рано, но разговор про еду заставил Курису проголодаться, поэтому та через стеснение просит чашку лапши и личную вилку. Полночь узнаем, что Кристина в одного приехала в Японию и живет в гостинице рядом, поэтому ей не нужно отчитываться родне о своем пребывании здесь, учитывая, что с отцом та не общается уже 7 лет. Мы напыщенно просимся помочь ей с семейными проблемами, на что ловим гневное сопротивление, что это просто семейные проблемы и все. Вдруг Дара кричит об успехе и, прибежав к нему, видим, что тот взломал базу данных и получил вход в аккаунт с максимальным доступом. Таким образом, мы можем прочитать данные о Z-программе, которая была про путешествие во времени. Также мы открываем отчет про Джеллименов и ловим себя на мысли, что дальше грань, которую страшно переступать. Убедившись, что все готовы к правде и дальнейшим рискам, открываем документ, где читаем данные, что эксперименты, проводимые над людьми, привели к тому, что из-за бесконечного сжатия люди не смогли пройти через сингулярность черной дыры и были отправлены в прошлое, откуда из новостей выяснилось, что в 1921 году нашли желеподобного человека, замурованного в стену. После страшной фотографии все были в оцепенении. Отойдя от шока, продолжаем втроем изучать секретные документы Серн. Если очень кратко, то мы узнаем, что экспериментов по отправке людей в прошлое было 14, и все кончились летальным исходом. Курису, переводя с английского документы, также расскажет, что при помощи Бака Серн научились разгонять протоны до скоростей, близкими к скорости света, что невероятно сильно сжимает массу в миллиарды раз. Из-за этого подопытные, попадая в микрочерные дыры, проходя через сингулярность, другими словами, проходя в ультрамаленькое пространство, просто-напросто становятся джеллименами, то есть гелевыми трупами. Мы найдем множество газетных вырезок про них, поняв, что их место и время практически случайно. Также по фотографиям мы догадаемся, что те используют некий лифтер, который в интернете выглядит как устройство, которое при помощи заряженного воздуха может контролировать гравитацию. Другая проблема, что пока Серн его не доработали, а также плохо управляются с определением позиции телепортации, так как вся вселенная и все объекты каждую секунду меняют местоположение, что тяжело посчитать даже на суперкомпьютере. Мы же все это свяжем с постами Джона Тайтера, которые во многом оказались правдивыми. По итогу наша основная проблема по доработке машины времени — это нахождение или взаимствование лифтера у Джона Тайтера, который также говорил, что на создание идеальной машины времени у того же Серн уйдет 24 года сегодняшнего дня. Оставив Курису читать с английского остальные документы, Дару спал, а мы нехотя таскали кофе ассистентке. По телеку вновь крутили новости о появившемся из ниоткуда спутнике, который уже 5-й день торчал из здания, но снимать его оттуда не торопятся. С фирменным тютюрю придет Майюри, от чего даже проснется Дару, и заметив, что Курису оторвалась от компа, мы наконец-то можем объявить собрание круглого стола. Созвав всех лабменов, проводим собрание, в ходе которого все не сразу выкопят название и что это вообще за стол. Майюри будет не рада заниматься плохими вещами, а мы, предвкушая финальную битву Серн, озвучим вышеупомянутые проблемы. Также добавим, что наша мобилоновка, название временное, является миниатюрным баком, у которого нет проблем с местоположением, так как СМС в любом случае приходят адресату, если он вообще есть. СМС, отправленные в прошлое, мы через срач договоримся называть D-мейлами. Из выбивающегося Майюри мало что понимала в научных объяснениях различных феноменов, а Акабе считает себя символом лаборатории,
лаборатории, нежели начальником. После разговоров и подведения промежуточных итогов, Куриса судорожно кладет банан в микроволновку, который вежливо та попросила у Маюри, после чего неуклюже ударится об стол и получит пожалейку от Маюши. Через подтрунивание и прочее, банан в итоге вновь становится гелевым, что подтвердит наши догадки о схожести эффекта Джеллименов. Курису рада нашему триумфу, но не от чистого сердца, поэтому теперь мы посылаем D-Mail. Та написала нам сообщение, что мы пустоголовы, пока как Дару на компе настроил мобилоновку, название временное. Зажигаются искры, мы получаем ее сообщение, которое не поймем из-за языкового барьера, но заметим, что оно, как и другие D-Mailы, разрезаются на несколько сообщений. Как итог, мы вновь включаем Хоуин Кёму, поэтому даем указание ассистентке посылать сообщения разной длины. Дару собирать инфу на компе, а Маюри покупать бананы. Хотя бы на этот раз за наши деньги. Через время мы делаем перерыв, так как все были очень вымотаны со вчера. Идем с Дару с магазина, где у дома видим воина на полставки, который похвастаемся работой над машиной времени и которую также неловко попросим хранить это в секрете. Сузуха также передаст, что наши эксперименты каждый раз трясут здание, из-за чего внизу мистеру Брауну не по себе, и тот грозится поднять аренду из-за тряски. Мы пообещаем другу замять это дело, пока как Сузуха вновь с недоверием спросит за Курису Макиса, который является чуть ли не заклятым врагом для нее, хоть причин вражды мы не выясним. Вместо этого подруга ненавязчиво предложит извиниться перед боссом, поэтому идем внутрь магазина. Там мистер Браун будет жаловаться на тряску, из-за которой сыпется все здание, что мы будем парировать важностью наших исследований, полезных для всего мира. Вдруг здание начнет трясти, что мигом подорвет наш пафос, заставит извиниться и, опасаясь повышения стоимости аренды, тут же развернет нас остановить эксперименты. Поднявшись наверх, просим Кристину остановиться, наблюдая, как все едят. Курису потроллит, что отправила сообщение еще 5 дней назад, а последняя тряска была из-за курицы. В общем, предупредив всех, садимся обедать, где Маюри удивится, почему все пьют газировку, несмотря на то, что мы любим Доктор Пеппер. Дару, как жир на атаку, любит колу, а Курису буквально из Америки, где сода нормально. Обсуждаем план УРД или же эксперименты с демейлами. Объявив собрание, мы выяснили, что не можем отправлять больше 12 байтов, то есть не больше 12 английских символов и не больше 6 японских в одном сообщении, что может говорить о пределах пропускаемой информации через сингулярность, что вообще возможно, так как информация формально не имеет массы, что не портит их как бананы, оставляя более целостными, нежели соль, с которой ничего не происходит. Маюри же, как не разбирающийся в тонкостях, мы поясним все через метафорический рассказ про рыцарей, проходящих через ворота, дабы не шокировать малую фактом мертвых джеллименов и так далее. Сейчас перед нами стоит задача понять, что используется мобилоновкой в качестве лифтера, тем самым завершив некий аналог первой машины времени. Курису подпортит триумф, сказав, что это формально уже сделал Серн, после чего по окончанию собрания поедет в отель принять душ, куда позволяет прийти только Маюри, так как здешняя ванна по-любому грязная, раз уж в лабе моемся мы. После этого мы ложимся спать, видя тревожные сны, как в темноте, слыша голос Курисы, мы отправляемся будто сквозь пространство вселенной, хоть голос скажет, что время и пространство сменились, что вечность не вечна, время конечно, а мы уже перемещаемся не в пространстве, а во времени. По окончанию Б3 повидим газеты с джеллименами и просыпаемся от рингтона. Нам написывала Моэка, а мы опять проспали и не заметили ее прихода. Она вновь неловко мыча будет писать нам сообщение, чтобы мы показали ей обещанный ретро-компьютер. Провожаем сверкающий палец до лабы, где та, увидев IBM 5100, начнет выпрашивать ее забрать, но мы не разрешим, позволив только сфотографировать его, якобы ради признания СМИ. Правда, та будет фоткать компьютер целых полчаса, что изрядно нас вымотает и насторожит. Придя к ней, вновь будем пояснять, что не отдадим компьютер, как бы Мойка не хлопала глазками и не писала молящие сообщения. К нам придет Дару, который удивится и неправильно поймет, почему с нами красивая женщина, делающая фотки, и который случайно проболтается про разработку машины времени, из-за чего мы, придя в лабы, демонстративно оптимизируем мобилоновку отрыванием ненужной дверцы и вынужденной просьбой к Мойке, чтобы та стала новым лабменом и не проболталась СМИ о нашем изобретении, на что та просто кивнет. Придут девчонки, которым сообщим, что уже можно переходить к экспериментам, так как обещание не тревожить мистера Брауна работало только весь вчерашний день, а значит проблем не будет. Ради подстраховки выглянем в окно, где спросим у Сузухи, полирующую велик вместе с дочкой босса, на этой ноджи, нет ли мистера Брауна на месте. Девочки снаружи скажут, что босс уехал, значит это был выбор Вратштейна, поэтому экспериментом быть. Моэка опять будет все фоткать, Курису будет вести себя как цундера, Дару будет давать новые названия улучшенной версии машины, а Маюри просто будет хорошо проводить время. Демонстративно показываем Мойке, как отправленное в прошлое сообщение Маюри приходит к нам, от чего та будет в шоке. Вновь собрание круглого стола, в ходе которого объявляем второй этап операции УРД, суть которого изменить прошлое при помощи сообщения. Параллельно уместным замечанием Курису про парадоксы и что мы слепо верим многополярной мировой линии по Джону Тайтеру, Мойка будет мило и ни капельки ненавязчиво написывать нам с расспросами по каждому термину. По итогу всего мы предлагаем отправить себе сообщение с номером лотерейного билета, дабы мы в прошлом купили билет и выиграли деньги для нашей лаборатории, чего не поймет Курису. Она же 17-летняя звезда Севентин, сидя на шее у родителей. Поручив Мойке придумать короткое и убедительное сообщение, решаем заменить победный номер для отвода подозрений, благодаря чему займем третье место. Настроив все необходимое, пишем
себе заготовленное сообщение, триумфально крича, что это был выбор Вратштейна и прочее. Дару запускает мобилоновку, и мы отправляем сообщение. Эль Псай Конгро. Ловим помутнение в глазах и слабость в ногах, после чего, осмотревшись, не замечаем кардинальных изменений, из-за чего расспрашиваем Майюри, что только что случилось. Все беспокойно на нас смотрят, так как никто не понимает, о каком третьем месте в лотерее мы вообще говорим. В общем, в оцепенении слушаем разговоры, что это отличная идея и надо попробовать. Из недоумения нас вытащит Рукака, пришедший в лабу, и который вместо примерки костюмов Майюри, к ее сожалению, принесет нам лотерейный билет. В общем, неделю назад мы просили Рукака купить лотерейный билет и записать номер, но тот ошибся в одном числе, что нас не расстроит, так как все получилось согласно плану, хоть сам Димейл у нас исчез. Показывая взбудораженное поведение, хватая бедного Рукака и прочего, мы решаем успокоиться, ничего никому не поясняя, и покинуть лабу для обдумывания произошедшего. На улице собираемся с мыслями, поняв, что мы из-за ошибки заняли 4 место, получив крайне скромную сумму денег. Нас поприветствует снаружи Сузуха, который поинтересуется, почему мы такие бледные, будто нам промыли мозги и прочее. В общем, мы по РП начинаем разглагольствовать про промывку Серн, что всерьез воспримет Сузуха и проверит нас на чипирование. По итогу никто не промыт, а мы еще больше зауважаем воина на полставки за осведомленность тайной организации и их ужасных методов. Всего этого, правда, не поймет Ная, чего мелко испугается и спрячется за Сузухой. Подслушав разговор со 2-го этажа наших коллег, поймем, что Сузуха ненароком тоже в курсе про машину времени, ну и скорее тряски та не наблюдала 5 минутами ранее. А значит, вообще никто не видел, как мы отправляли себе Димейл, и формально этого события не произошло. Выслушав нашу версию событий, Сузуха посоветует поговорить о путешествиях во времени с Джоном Тайтером. Разговор проявится появлением на горизонте мистера Брауна, а значит, Сузуха в обмен покатать на велике просит Мелку не рассказывать, что та выходила из мастерской, после чего вернется на рабочее место, оставив нас с Ная. Мистер Браун по приезде начнет подозревать, что мы делаем что-то плохое с его дочкой, но дабы не получить затрещину, сразу спалим, что здесь была Сузуха. Здоровяк все равно поверит дочке, которая также скажет правду, после чего те уйдут в мастерскую, а мы поднимемся к себе. Там Майюри начнет терапевтически предлагать обнять мягкого Упу, а менее чем через полчаса все пойдут по своим делам, оставив нас с Курису одних. Мы вновь будем потрунивать друг друга, после чего мирно разойдемся, так как нам нужно написать Джону Тайтеру про многомировую интерполяцию, и что мы почему-то единственный, кто помнит, что было на прошлой мировой линии, где только собирались отправить Димейл. По итогу весь день ждем ответа, отвечая на звонки Дару, который забыл дома кошелек, и звонок Майюри, как она беспокоится и просит в случае чего обратиться к ней за поддержкой. В сумерках Курису пошутит, как мы наивно ждем любовного письма в отместку за обидное прозвище. Игнорируя комментарии, мы все же начинаем переписываться с Джоном Тайтером, который удивится, как в поле аттракторов, то есть, проще говоря, в разветвленных мировых линиях, мы сохранили память о предшествующих событиях перед изменением временной линии, так как в его время Серн сделала машину, перемещающих самих людей, а не их память. В ходе переписки Джон Тайтер объявит, что у нас, возможно, есть редкий дар, и хоть нам одновременно страшно и радостно за это, мы прикрикнем, что мы, как сверхгении, обладаем способностью считывающего Штейнера, что напугает Курису. Далее Джон, который переместился из гнета антиутопии Серн, чтобы найти потерянные технологии Третьей мировой войны. В общем, очень серьезный чел, напишет, что мы должны стать новой мессией. Глава начнется с определения слова «мессия», что значит «спаситель мира», который должен изменить его в лучшую сторону. Мы же криками вызовем внимание Курису и Дару, которые будут выслушивать, что мы безумно ученые, когда как Джон Тайтер глупец, и вместо спасения мы наоборот хотим привести мир к хаосу и так далее. После этого объявляем продолжение эксперимента над Димейлами, несмотря на то, что мистер Браун уже был внизу. Курису предпочтет уйти, так как продолжает сомневаться в теории Джона Тайтера, но мы ее остановим, чтобы всем здешним наконец-то рассказать, что произошло днем. Сами же про себя размышляем, что исчезновение людей и событий до отправки как-то связаны, поэтому уже не хотим останавливаться, и тем более писать отчет по работе для Курису, так как ассистентка она, а не мы. После нашего рассказа про лотерею начинаем с Дару обсуждать, что такого мы могли бы еще изменить в прошлом, что имело бы явные последствия. Дару из прошлого было сложно убедить похудеть, поэтому тот предложит скинуть себе позиции Феррис в последнем турнире, чтобы выиграть. Придумав короткое сообщение и настроив мобилоновку, надеемся, что она сработает, так как до этого по вечерам она не работала. Курису все равно будет скептично спрашивать, почему только мы помним произошедшее, но что не сможем дать внятного объяснения. Полагаю, что дело в получателе Димейла. Курису очевидно откажется, так как считает это неправильным из принципа, поэтому испытуемый Дару пишет смс о турнире и собирается отправить себе сообщение на 52 часа назад. Отправляем сообщение с характерными искрами, после чего ничего не происходит. Дару, конечно, попытается еще раз, но после 7 вечера мобилоновка просто прокручивается 10 секунд и останавливается. Мы же узнали об исходе, позвонив Майюри, которая подтвердила проигрыш Дару, потому
мы утешим друга продолжить завтра. Курису надоест этот дебилизм, и она, сняв халат, пойдет домой в отель. Дару не упустит возможности обнюхать халат, но мы его остановим. Через время сидим на улице огорченными, что дальнейшие эксперименты ни к чему не привели. К нам приедет мистер Браун с дочуркой, и после нелестных замечаний и бурчаний первый зайдет в мастерскую, пока как дочурка радостно поприветствует еще и только что пришедшую Маюри. Через забавный диалог Бурундучок будет не к месту комментировать наше безделье, а Маюри позовет нас поесть, попрощавшись с мелкой. В лабе заметим, что остальные лабмены не очень торопятся прийти, пока как Маюри позитивно поприветствует с окна приехавшую на велике Сузуху. В общем, Маюри отлично ладит вообще со всеми, а Сузухе мы нехотя сообщим, что писали Тайтору, но слегка перестали ему доверять, что очень взволнует воина на полставки. Придет Курис, из-за чего девушки снаружи опять будут недовольно смотреть друг на друга. Поднявшись к нам, она сообщит, что Сузухе, если есть что сказать, то пусть скажет в лицо. Пришедший Дару посчитает, что это зависть, так как Сузуха не стала лабменом, в отличие от Кристины. Мы скажем, что не раздаем звание лабмена всем подряд. Ну да, верю. Маюри же хочет, чтобы все ладили. Продолжаем эксперименты, в ходе которых Дару все равно не изменил исход игры с Феррис. Маюри мы тоже предложим что-то отправить, на что та догадается только попросить себя в прошлом изменить выбор еды на обед. Опытным путем поймем, что 1 секунды на мобилоновке, название временное, недостаточно для разрядов. Все предложения от Маюри были про еду, от чего нам уже станет не по себе, поэтому решаем прогуляться. Попивая кофеек, приходим к очередной мысли, что изменив прошлое, все люди и их воспоминания изменились в соответствии с мировой линией и эффектом бабочки, но все равно не поймем, почему только мы помним прошлую линию. Неожиданно придет смс от Мойки, которая вызовется как лабмен отправить свой димейл. Мы начнем сомневаться, что это настырная, в сообщениях во всяком случае, девушка не разболтает СМИ про нашу машину, чем вызовет переполох в лабе с журналистами, но придется согласиться с выключенным телефоном, так как та и без того в курсе всего. Встречаем сверкающий палец возле лабы на корточках, которая поблагодарит за возможность отправить важный димейл. Поднявшись наверх, обсуждаем ее кандидатуру. Если по делу, то Моэка собирается отправить личное сообщение, из-за чего не захочет всем его показывать, с чем не согласится Курису, так как для исследований важно знать содержание смс, да и парадоксы и прочее никто не отменял. Маюри поначалу, понимая женские секреты, также расстроится, что отправка димейл влечет огромную ответственность перед миром. Моэка уступит и покажет сообщение перед отправкой, где было написано, что Мойке 4 дня назад следует не покупать новый навороченный телефон, так как он непривычный. Мы ничего странного не видим, поэтому заряжаем мобилоновку, название временное, чтобы после Моэка с мрачным лицом отправила сообщение и... После пробежавших чисел стоим в одного посреди лаборатории с головокружением и слабостью в ногах. Расспрашиваем всех переместившихся за Моэку, но никто ни о чем не в курсе. В общем, вновь произошли изменения, напоминающие исчезновение людей в роковой день. Потому со страхом, что мы могли удалить Моэку из мира, пишем сообщение, на что та ответит, что она занята, хотя бы подтвердив свое существование. Все вновь переживают за нас, а Маюри будет наивно утешать, что все живы и все хорошо. Наконец-то рассказываем, что произошло, после чего Курису не удивится, что Моэка могла в этой ветке просто не прийти к нам и прочее, ведь линия старается избегать парадоксы, потому и меняет положение людей. Мы же драматично упадем на колени, держась за глаз, так как наш могучий считывающий Штейнер вновь сработал, а тайная организация может этим заинтересоваться. После очевидной для всех шизы вновь серьезно задумаемся, откуда вообще эта сила. Через время сидим на скамейке в раздумьях, пока к нам не придет Маюри с Курису. Мы сообщим девочкам, что спокойно переночуем в своей любимой лаборатории, пока как Маюри, желая переночевать близко к работе, не возьмет с Курису обещание заночевать у нее в отеле. Курису уйдет, а Маюри будет вновь делать рукопожатие звездной пыли. После этого она заведет непринужденный разговор, вспоминая, как мы в 1999 году, в канун Нового года и нового тысячелетия, лежали с температурой и таким же головокружением и слабостью в ногах, пока как Маюри беспокоила за здоровье Акабы, что даже загадала падающей звезде нашего здоровья, чем, как она полагает, спасла нам жизнь. Мы же посчитаем, что это был выбор Вратштейна, что наведет на мысль, что по этой же причине нам и была дарована сила, чем придадим себе уверенности. На следующий день к нам придет Рукака, которого Маюри едва уговорила померить новый милый костюм для косплея. Мы же пожурим товарища, что тот не принес меч Самидары, но остынем, так как с прошлого раза хотели предложить Рукака стать новым лабменом гаджетов будущего, на что тот соглашается, хоть и не разбирается в технологиях. После этого Маюри маниакально заставляет одноклассника одеться в милую девочку, из-за чего все ловят диссонанс, насколько мило и кавайно тот выглядит. Самого Рукака все это очень смутит, особенно после того, как только что пришедшая Курису не сразу догадается, но только сейчас узнает самолично, что тот был парнем все это время. Сквозь неловкость момента
момент мы предложим товарищу изменить прошлое, на что тот захочет только одного – стать девочкой. Ради поддержки его необычной просьбы, Курисо расскажет, что если беременная мать будет есть больше овощей, то ребенок вероятнее будет девочкой. Кроме спорных моментов, решаем убедиться в этой теории при помощи мобилоновки Тян. Назначим Рукака лабменом номер 6, раз уж никто не против, приступим к реализации, написав матери Рукака есть больше овощей. К слову, только для нас в сердце номером 5 будет Моэка. Все бы хорошо, только если Рукака 16, то формально у его матери еще не было телефона, и через долгие раздумья решаем отправить Димейл на тогда актуальный пейджер. Через пару дней в том же составе рассуждаем, что ввод символов пейджера был слегка посложнее, так как требовал нажатия цифры перед буквой каждый раз. После перевода сообщения и выяснения, что у мамы тогда действительно был пейджер, настраиваем мобилоновку, название временное, на 1993 год и готовимся отправить сообщение. Рукака с волнением жмет отправку и... Ловим головные боли и осматриваем стоящего перед нами Рукака. Отсутствие груди ни о чем не говорило, поэтому без расспросов отпустили Майюри с Рукака в магазин. Дару и осуждающая нас Курису начнут диалог про степень нашей извращенности, а мы зассав перенесем разговор о случившемся. В мейд-кафе сидим с Дару и обсуждаем димейлы, которые не всегда приводят к должным результатам, как с лотереей и исходом игры Дару, так как нужно полагаться на фактор удачи, что все равно не собьет наш настрой безумного ученого, о чем будем громко кричать. Конечно, наш трёп про машину времени услышит Феррис, которая, принеся наш заказ, захочет узнать больше подробностей. Соблазненный Дару на лету выдаст, что те сделали машину времени и что он сделает все ради любимой Феррис, несмотря на наш отказ. Феррис начнет гнуть философскую дилемму, что если время это река, то изменение положения листьев по течению ведут к новым исходам, из-за чего формально новый ты будет уже совсем другим человеком. Это все зависит от наблюдателей, субъективности и опыта каждого, но не желая больше разводить дискуссии, уйдем и оставим Дару, который уже и так после обнимашек и благодарности согласился за нас позволить кошка-девочке отправить димейл. В лаборатории видим, как Маюша занимается костюмами, рассказывая, что та просто любит свое хобби и готова заниматься им даже по ночам. Также та отметит, что теперь в лаборатории аж 6 лаборантов, хотя недавно все начиналось только с ее взятия в заложники. Мы отшутимся, что мы просто сманипулировали ей, мухаха. В любом случае, Майюри хочет и дальше по РП быть заложницей, ведь таким образом ни она, ни Акабе не останутся одни. После милой беседы предложим провести ее до дома, по пути перекусив любимой еды. Утром классический состав в лабе, где Курисо жалуется, как она вообще вместо летнего отпуска решила торчать здесь, за что мы будем провоцировать друг друга. Майюри скажет, что Курисо очаровательна, чего последняя засмущается. После этого мы наконец-то всерьез начинаем разговор про эксперименты, в ходе которых мы до сих пор не выяснили многие факторы. И вот вновь заседание круглого стола, где мы будем усолить невозможность физического перемещения во времени, как у будущего Серн, и пока что мы можем только отправлять маленькие смс. Благо перемещение доходит куда надо благодаря адресату. Мы успеем пару раз поизображать безумного ученого, что не одобрит Курису, закатывая глаза. Майюри скажет, что та успеет привыкнуть, а мы, заметив в речи Курису множество отсылок на мемы из тредов, будем называть ее ченнелером. В любом случае у нас есть взломанная база данных, и мы без труда с помощью IBN 5100 достучимся до истины. Правда, Дару скажет, что мы ее до сих пор не нашли. Мы в это не сможем поверить, но ретро-комп мы не найдем даже в лаборатории, а идея с храмом покажется всем глупостью. В лютом ахере пытаемся понять, какая собака сперла комп, но если это не Серн и не тайная организация, то только Моэка могла им заинтересоваться, потому отправим ей письмо, что мы его якобы нашли. Остальным же рассказываем, как все было на самом деле, восстановив цепочку отправки димейлов с самого начала. Приблизительно вспоминаем, что комп точно был 4 дня назад с данного момента, после чего прогоняем весь путь нахождения компа. Звоним Рукака и узнаем, что в храме не слышали ни про какой комп, но мы уверены, что он там. Далее через Майюри звоним Феррис, которая что-то слышала, но готова рассказать только если мы лично придем к ней. Цель поставлена, выдвигаемся. Подруга и коллега Феррис Майюри вместе с ее главным фанатом Дару также поперли с нами ради такой редкой возможности посетить дом ненаглядной горничной. По пути лично забежим в храм, где отец Рукака подтвердит, что никакого компа у них никогда не было, что заставит задуматься, что вообще к черту происходит. В станции вместе с Майюри замечаем девушку на корточках, лабмена номер 5, Кирю Моэку. Подбежав к ней, та судорожно строчила смски и бухтела, что ретро-комп пропал и его не найти. Мы поймем ее боль, но утешим, что Хоуин Кёма сможет вновь его найти любой ценой, что та пропустит мимо ушей. Пройдя дальше, Майюри поразится красотой Моэки
мойке и помечтает втянуть ее в косплей. Мы удивимся, что она знает Мойку по имени, что также знает и Дару. Получается, что Мойка приходила в лабораторию. Это все очень странно, ведь придется считать просьбу Рукака изменить пол решающим для нас. Майори вырвет из раздумий, чтобы по дороге в гости к Феррис по нашей просьбе та сказала настоящее имя могучей Феррис, Акиха Румиха. Дару отказывается это слушать, так как хочет и дальше считать ее за Феррис Нян-Нян. А нам покажется интересным, насколько Акихабаре подходит фамилия Акиха. Дойдя до огромных апартаментов, восхищаемся дорогой высоткой, пока как мы настороженно поджидаем подвоха, хоть и вахтер спокойно пустил нас, услышав причудливое Хоинкёму. Внутри роскошной квартиры Майори удивится дворецким, мы встретим Феррис впервые не в костюме горничной, но по-прежнему в кошачьих ушах. После игнора настоящего имени Феррис пояснит, что ее семья крупные землевладельцы Акихабары, которые рулят всем городом и вообще являются важными шишками совета по городскому проектированию, где маленькая Феррис также участвовала и своими руками внедрила анимешные мои приколы по всей Акихабаре. А все потому, что Феррис — это Феррис Нян. Наши коллеги поразятся, как Феррис держит образ перед фанатами, храня в секрете такие подробности своей биографии. А мы же, не желая сидеть в дураках, ткнем пальцем и начнем угрожать своим безумным могуществом и прочим чунибьё, что только очарует Феррис. Мы все равно скажем, что ее альтер-эго такая же часть ее, и относиться как-то иначе не будем, за что нас поблагодарят. В общем, Феррис готова рассказать про ретро-комп, если мы выполним ее просьбу, позволим воспользоваться машиной времени. Ну что ж, придется пойти на уступки, поэтому назначим Феррис лабменом номер 7. Рассказываем, что влияем на прошлое при помощи СМС и просим хранить это в секрете. Феррис будет очень рада, но сначала обнимет нас, а потом после найти Дару еще и его за вклад в это все. Майори рада, что мы теперь дружим с Феррис, хоть сами полные пафоса, скажем по выключенному телефону, что надурили Феррис, ведь она и эксперимент проведет и выдаст инфу про IBM 5100. Итак, Кориса в лабе настраивает мобилоновку, Феррис поясним, что та из дома может спокойно послать демейл, а ее сообщение адресовано ее же отцу 10 лет назад. Звоним Корису несколько раз, потому что та сбрасывает, как услышит нашу пафосную манеру, после чего уже нормально попросим ее запустить мобилоновку. Феррис также отправляет очень личное и секретное сообщение, потому содержание мы не узнаем, а Корису заколебается ждать нас, потому при появлении разряда в лабе Феррис жмет на кнопку и... Очухавшись в доме Феррис, видим, как наши друзья играют в карты, где Феррис всех уделывает, что не мудрено для чемпионки, которой скоро нужно участвовать в важном турнире, и если та победит, то отец лично приедет поздравить ее. Мы поймем, что Феррис никогда не участвовала в турнирах, а тут уже рвется финал, потому мир вновь исказился. Отец Феррис лично придет, вежливо поздоровается, а мы как гости не хотим их смущать и соберемся по домам, пока как мы сильно притихли. Снаружи Майори соберется домой, так как та хотела купить манги, которая продавалась только у нее. Мы же в Акихабаре, где все есть. Правда, осмотревшись, поймем, что все анимешные ларьки и магазины будто испарились. Друзья не поймут наш шок, ведь Акихабара всегда была районом, где много электротехники и прочего, без мои приколов. Мы вновь ловим противоречия, потому идем в мейд-кафе, где работала Майюри, но там уже стоял обычный ресторан, а сама Маюша работает в другом месте. Мы же не поймем, что такого написала Феррис, чтобы так исказить целый город. На следующий день узнаем, что мы с Майюри и Дару подружились с Феррис в этой мировой линии благодаря случайной встрече на турнире, где играли против нее. Нам придет загадочное письмо, что некто за нами следит, а внутри была фотография желе. Нас поймает нехилая паничка, потому быстро идем в лабораторию собраться с мыслями. На месте сидим в окружении школьниц Курису, Майори и Рукака, где последние читали журналы и обсуждали косплей и поездку к океану, когда как ассистентка не очень была заинтересована, так как той скоро уезжать назад в Америку. Она правда сама пошутит, что нечего девушкам ехать с двумя извращенцами, на что мы напомним, что Рукака тоже парень. Все будут в шоке от высказывания и возмущены, а мы настолько захотим убедить всех в обратном, что схватим Рукака и потрогаем между ног, где ничего не обнаружим. Боже, за что? В полном недоумении ловим удары от Куриса, которая поставит нас в угол, а мы мужественно примем свое наказание. Рукака очень сильно расстроится, что мы ее посчитали за парня, а Майори будет обижаться и успокаивать подругу. Про себя Акабе начнет разгонять, что неужели Рукака реально стал девушкой после демейла, несмотря на то, что внешне ничего не изменилось. Мы начнем оправдываться и рассказывать правду про считывающий Штейнер и изменение мировой линии, за что настолько сильнее пожурят в Шизе и отправят стоять в углу полчаса. Через время на улице считаем ворон, пока к нам не приедет Сузуха составить компанию. Она предложит прокатиться на велике, на что согласимся и с трудом докатимся до города. Там Сузуха без тени усталости спокойно расскажет, что та приехала в Японию 10 дней назад, чтобы найти своего отца, которого та не видел уже несколько лет. Мы предложим ей помощь, ну или хотя бы посоветуем нанять детектива, но Сузуха уверена, что шанс встретить отца представится только завтра, ведь иначе той придется уехать домой. Тогда безумный ученый попросит ее сказать адрес почты отца, чтобы демейлом изменить прошлое и без труда найти отца. Но Сузуха не знает почты, поэтому мимо. Хоть
Хоть она сама будет очень благодарна и признает в нас хорошего человека, потому даст единственный совет – исключить Курису из лаборантов, что нас не удивит. У воина на полставки уже кончался перерыв, поэтому та попрощается и уедет, обещав навестить лабораторию, если та все же сможет найти отца, а нам придется пешкадраном добираться назад до лабы. Дома перескажем разговор с Сузухой, в честь которой собираемся устроить вечеринку, на которую не смогли прийти Феррис и Дару по своим причинам. Девочек оставляем готовить вкусности, а сами беремся следить за Сузухой, чтобы та не сбежала. Правда, через время все равно нам придется помогать Курису с закупкой, в ходе которой поймаем Дару и наврем ему, что дома ждет стряпня Феррис, из-за чего тот отменит оффлайн встречи и пойдет с нами. Вновь на дому Курису спалит, что Феррис не будет, потому Дару расстроится, что не пошел на встречу, посвященную машинам времени. Тем не менее, девушки кошеварили подозрительно не идеально приготовленные блюда, потому Дару в качестве плана Б закажет пиццу. Наступила ночь и все заждали Сузуху, которая так и не появилась. Нам придет СМС от нее с прощанием, а значит она не придет. Никому ничего не поясняя, выбегаем на улицу, где возле станции находим заплаканную Сузуху, которая не смогла найти отца. Заметив нас, она убежит, и мы погонимся за ней, но не сможем поймать. В лаборатории пояснив ситуацию, включаем Хоин Кёму и решаем немедленно отправить Димейл, чтобы вместо похода с Курису за продуктами пойти следить за Сузухой. Но из-за дождя или еще чего разряда не произошло, и мы не смогли отправить СМС. Только на следующий день решительно в одного идем в лабораторию, где отправляем себе Димейл. После головокружения выходим на улицу, где заметим отполированный велик Сузухи и ее саму, наслаждающейся погодкой. После расспросов она расскажет, что мы отлично вчера повеселились, а мы, наверное, ничего не помним из-за выпивки. Убедившись, что все сработало как надо, объявляем ее лабменом номер 8, чтобы та стала нашим новым подопытным. Та по-прежнему не знает почты отца, но расскажет, что его имя Тайтер. Но это не интернет, Джон, ведь отца Сузухи звали Баррел Тайтер. Мы очухиваемся посреди пустоши с депрессивными мыслями, пока перед нами не появится тень Маюри, которая скажет, что мы на Земле 70 миллионов лет назад, и что пока на других мировых линиях Маюри и Акабы продолжают наше дело, сами мы умрем здесь. К счастью, это был очередной дурной сон, а Маюри продолжала смотреть телевизор. На телефоне ничего не приходило, но нам позвонит Феррис, чтобы прогонять по РП, как они борются с ангелами, и что мы так легко им не дадимся, мухаха. После этого начинаем размышлять про поиски компьютера. Неожиданно Дару, как суперхакер, заметит, что интернет-кабель под ними идеально доходит до базы CERN во Франции, что теоретически позволяет дотянуться до их бака, что удивит нас, но с этим заставит переживать, не ловушка ли это. Из тревожного Курису придет рассказать, что если мобилоновка работает, разогревая частицы и разгоняя их подобно баку, то мы всегда рискуем создать черную дыру побольше, поразить всю Японию. Вместе с этим по-прежнему нужно понять, что является лифтером, то есть устройством для подачи электронов, для сохранения энергии и прочего. Если не углубляться, лифтер уже есть, но непонятно где и что это для нас. Мы же рассмотрим возможность физического перемещения, но для этого запись человека в информацию потребует супержатия, что, конечно, убьет человека. Оказывается, Курису писала диссертацию по теме нервных импульсов на основе технологии Visual Rebuilding, о которой поговорим позже, чья суть в том, что нервные импульсы можно переводить в электрический заряд. Для нас это все значит возможность записывать и отправлять воспоминания в прошлое. Эврика, мы теперь без временных парадоксов можем переносить воспоминания, если отбросить размышления о влиянии на психику. Если, допустим, вы получите неожиданно воспоминания из будущего или вообще не свои воспоминания, чем повредите личности. Курису нужно только собрать материалы, и можно работать над модернизацией, поэтому все разойдутся. Останется только Маюри, которая по-доброму пытается понять наши заумные разговоры, но тщетно. Она будет ностальгировать по времени, когда в лабе были только мы вдвоем, но мы утешим, что Маюри не бесполезна, ведь без нее обстановка была бы менее дружественной, и пригласим малую перекусить. Пока все заняты делами, гуляем по базару с Маюри, которая начнет на удивление задаваться умными вопросами, считается ли перемещение памяти за прямое перемещение во времени. Из личного опыта полагаем, что мы не можем перенести Маюри, например, во времена начальной школы, чтобы та заново переживала общение с молодыми нами, так как сами чувствовали только последствия, но напрямую заново события не переживали и не имели о них понятия. После этого начинаем ностальгию по школьным временам, где были таким же безумным ученым и прочее. На станции Маюри расскажет, что взяла отпуск на работе, чтобы подготовить костюмы к приближающемуся фестивалю для своих подруг. Мы отвлечемся, заметив Моику, которая также беспокойная и выглядит потрепанно. Мы с Маюри поднимаемся
поделимся, что продолжаем работу над машиной времени. Правда, вместо путешествий собираемся совершать прыжки во времени. Мойку это все очень заинтересует, но подробности она не получит, потому нервно хихикая, та удалится. Мы же на том же пафосе также начинаем зловеще смеяться, что уже напряжет и расстроит Майюри, почему все ошизели. Проводив Майюри, возвращаемся в лабу, где спалим, как Курису сидит на форумах, что заставит нас и дальше звать ее Чендлером и издеваться. По итогу ночью мобилоновка, название временное, опять не работала. Майюри продолжала шить костюмы и предупредив родителей, та решает остаться в лабе на ночь, чтобы успеть сделать наряды к фестивалю. Мы начнем опять поясничать, что родители доверили нам заложницу, что напряжет Курису и придется очень неловко объясняться. Майюри согласились составить только если Курису будет рядом, поэтому ассистентка неловко будет вынуждена тоже остаться на ночь, несмотря на холостяцкие условия и нашу компанию. Мы же оправдаемся, что являемся единственным совершеннолетним, мы будем опекуном для этих двоих, и вообще лаба это место науки, и пошлости здесь неуместны. Пока Курису работала, мы пошли на улицу перекусить, где получим смс от незнакомца, что мы слишком много знаем, а внутри будет фотография стрёмной куклы. У нас опять паничка, и мы бежим в лабу, где звук душа начнет накручивать ужасные образы смерти. Войдя в ванну, мы спалим девушек в неглиже и, успокоившись, что они в порядке, будем выперты с осуждением. Пока девушки по-своему реагировали на наш косяк, мы, сидя в лабе по выключенному телефону, продолжали глаголить, что даже обольстительные девушки недостойны кары, потому оставим их в живых и успокоимся. Через время наконец-то предвкушаем триумф подработки мобилоновки, название временное, но нужно предупредить мистера Брауна внизу, что сейчас будет тряска, так что мужественно спускаемся в мастерскую, где также была Наа и Сузуха. Если коротко, то мистер Браун позавидует, что к нам часто заходят юные девушки, что не устроит дочурку, перед которой батя будет оправдываться. Сузуха тоже скажет, что там была, но мы не посчитаем ее столь юной, что не сильно ее расстроит, ведь благодаря нам та весьма счастливо проводит время. Она отведет в сторонку, где по-прежнему предложит не связываться с Курису, так как она, по ее мнению, связана с Серн. Нас это удивит, но не успев переварить, здание начнет трясти, что заставит Брауна выключить телек и спасать всех. По выключению телевизора тряска мгновенно прекратится, и сложив 2 и 2, мы поймем, что именно старый LT-телевизор был нашим лифтером. Пока мы наслаждаемся моментом прозрения, мистер Браун повысит аренду и попросит оплатить ущерб, что мы проигнорируем, потому получим в лоб, мигом успокоившись. Поднявшись наверх, расскажем об открытии, что 42-дюймовые ламповые телевизоры и есть лифтеры, что обрадует Курису, так как это чудо, что здесь идеальные условия для прыжков во времени. Нас опять просят спуститься и включить телевизор, что не сильно нас обрадует, учитывая последние события, но придется мужественно согласиться ради науки. Внизу сидели девочки, где Наа извинится за поведение отца, хоть мы тоже признаем вину. В общем, просим Сузуху отвлечь мистера Брауна, и воин на полставки с подкачанным телом соглашается, дабы отдать долг в помощи поисков отца, потому оставляем малышку снаружи и идем внутрь. Если коротко, то Сузуха просто натянет на босса свою кофту, держась в одном топе в этой битве, пока как мы врубим телек, вызовем тряску, пока эксперимент не закончится успешно и не оставим все как есть. Сузуха, правда, теперь будет без кофты стоять снаружи и заманивать клиентов в наказании. В лабе Майюри на перегонки выиграла Курису в шитье костюмов. Дару нереально устал, а мы наслаждаемся результатом. Теперь к мобилоновке, название временное, а точнее компу, были подключены наушники, через которые и будут считываться воспоминания и по задумке отправляться в прошлое. Мы будем спорить над новым названием, но наперекор нам выиграет Маюшина «Машина для прыжков во времени». Далее нам схематично объяснят работу устройства, который с висков считает импульсы мозга, преобразуя через комп в электрические волны, тем самым отправив их по димейлу в прошлое. Главное, чтобы получателем был ты же из прошлого, который, взяв телефон и прислонив к уху, получит эти воспоминания прямо в мозг. Пока что из всех только мы соглашаемся быть отправителем и получателем, что все равно наводит на мысли касательно возможных замещений воспоминаний и личности, рисков сойти с ума и философских вопросов, будет ли старый ты продолжать жить в старой ветке и прочее. В сумерках никто так и не воспользуется машиной, потому все готовятся к вечеринке в честь открытия нового устройства. Идем с Курису за продуктами, где обменивались шутками и приятно удивимся благодарности от нее, что все согласились не использовать машину времени, чтобы просто презентовать ее миру и разоблачить Серн. Курису пока что отложит свой отъезд в Америку, известив мать. Дома готовимся к вечеринке, на которую подоспела Майюри и Сузуха. Если коротко, Дару опять заказал такую же пиццу. Майюри оповестит, что Феррис и Рокака не придут, потому непринужденно начнет склонять смутившуюся Курису к косплею. Сузуха вставит 5 копеек, и она на пару с Курису будут пилить друг друга взглядами и раскидываться нелестными комментариями в адрес друг друга, подобно великой битве умов. В итоге даже мы в образе безумного ученого не смогли их утихомирить, потому Майюри выполнит свою главную задачу и попросит всех помириться, что сработает. Дальше все занимались своими делами, а мы на диване общались с Майюри, где будем вести милые непринужденные разговоры. Как хорошо, что нас теперь 8 человек в команде, и что теперь мы не будем такими одинокими, как недавно. Мы будем очень рады, что Майюри тогда осталась с нами и будет с нами всегда. Вдруг по телевизору приходит сигнал тревоги, что произошла террористическая атака, и многие линии метро были перекрыты. Нас охватывает паника. Сузуха быстро бежит по неоконченным делам. Мы накручиваем, что те 2 тревожных сообщения были
неспроста. Прогоняем последние опасения, пока к нам резко не ворвутся иностранные террористы с автоматами. За ними появляется одетая в черное Кирю Моэка. Держа руки на виду и в страхе, мы не понимаем, почему, зачем, с какой целью, как такое вообще произошло. Моэка не ответит на наши вопросы, ведь ее миссия заставит нас молчать и пойти с ними. Достав пушку, мы только сильнее начнем нервничать, узнав только то, что их послал никто иной, как Серн, и они хотят забрать всех, кроме Маюри. Мы примемся ее защищать, но словим удар. Маюри потянется к нам, чтобы помочь, а Моэка будет шептать только про Серн и некого ФБ. Далее все было как в тумане, ведь Моэка пристрелит Маюри, чья кровь будет стекать по нам. Под крики наших друзей, ловя мертвое тело близкого человека, нас покрывает буря эмоций, отчаяния, шока и гнева. Встав с пола, мы слепо хотим в ответ убить Моэку, но происходит выстрел. После этого на охрану налетает Сакна Сузуха, и она с Моэкой наставляет стволы. Начинается перестрелка, в ходе которой мы с Курисой идем в лабораторию, распыляем пылесосом пыль, ловя пулю, и просим ее запустить мобилоновку. В отчаянии она пытается отговорить, но мы сделаем все, чтобы спасти Маюри, поэтому решительно отправляемся назад во времени. Надев наушники и дождавшись заряда, набираем мобилоновку, чтобы вернуться и спасти Маюри любой ценой. Мы видим воспоминания, как 5 лет назад Маюри стояла и оплакивала ушедшую из жизни бабушку, с которой мы были близки. Маюри не отзывалась на нас, и нам оставалось только смотреть, как ее зонт несет ветер, а она тянула руки к пробивающимся сквозь тучи лучам солнца, словно та хотела отдаться небу. Но мы ее обнимем, оставив на земле, и сквозь слезы неловко процитируем любимый нами сериал, отыгрывая безумного ученого, который взял в заложники Маюри. Она наивно откликнется и с горькой улыбкой примет такую судьбу. Далее посреди лаборатории пытаемся прийти в себя после прыжка, терпя головную боль, и едва слышим, как нас зовет Курису. После отхода принимаемся кидаться на Курису и Дару с расспросами про Маюри. Никто не разделит нашу тревогу, ведь все живы и все в порядке. После прогона воспоминаний начинаем утешаться, что все это было сном, ведь такого быть не может, чтобы Маюри умерла. Она сама придет под радостную туттуру, и все будет как обычно. Она начнет вновь рассказывать, что Феррис и Рукака не придут на вечеринку, что вызовет в нас чувство дежавю. В общем, также ждем прихода Сузухи и ее перепалки с Курису. Как вы могли понять, ровно так же придет сигнал тревоги по телевизору. Сузуха уйдет, и нас поймают террористы с Моэкой во главе. Произойдет идентичный диалог, в ходе которого мы все сильнее убеждаемся, что это был не сон. Маюри также умрет, и мы, как в первый раз, будем страдать из-за этого и винить, что позволили этому случиться вновь. Далее закономерно прилетает Сузуха, начинается перестрелка, а мы в дыму, игнорируя Курису, запускаем мобилоновку ради еще одного шанса. Очухиваемся вновь посреди лабы вечером, потому начинаем судорожно и безумно у всех спрашивать местоположение Маюри. Все подумают, что мы псих, ведь с ней все хорошо, и она просто незадолго ушла по делам. Мы не сможем дозвониться до Маюри, потому побежим к храму, где Рукака также недавно виделся с Маюри, но более не знает. Придя домой, говорим, что Маюри убьют Серн, и всем нужно сваливать подальше от лабы. Снаружи на скамейке начнем прогонять план по эвакуации с Маюри, но к нам придут соседи снизу. Сузуху предупредим не приходить, что покажется грубым даже для босса, а мы соврем, что суетимся, так как якобы поссорились с Маюри. Но обернувшись, Маюши шла к нам навстречу, потому забываем все, бежим к ней, хватаем и насильно топаем на станцию, пока они работают. Подруга не поймет, что происходит, и мы все не можем выкинуть из головы ее смерть. На станции уже стемнело, и нас в толпе находит один из иностранцев с просьбой пройти с ним. Мы попались в ловушку, поэтому, сбив пистолет с рук, топаем со всех ног куда подальше, неся за собой Маюри. Но и здесь неудача. Нас сбивает машина, от которой спасла Маюри, пожертвовав собой, когда как с тачки выходит Моэка. На адреналине встаем и ударом кладем ее на землю, а нам ничего не остается, кроме как вновь попытаться переиграть сценарий. Прибежав в лабу и оплакивая Маюри вновь, понимаем, что скоро придут наемники Серн, и нам нужно торопиться. Заводим мобилоновку и... Очухавшись днем посреди лабы, вновь мучаем всех расспросами, чего никто не поймет. В общем, мы значительно заранее нашли Маюри и отправились в метро, хоть время и поджимало. Удивляясь, как беспрекословно Маюри нам доверяет и всегда соглашается бежать с нами, послушаем, что Маюри уходила помочь подруге с нитками. Неожиданно слышим крик Наэ, которая хотела обнять Маюри, но случайно толкнула под проезжающий поезд. Все, что мы видели, это красные рельсы. Маленькая Наэ была в оцепенении, ведь она не хотела делать ничего плохого, после чего убежит в слезах. Мы же сами не помним, как дошли до лаборатории, но времени больше нет. Как бы больно не было, придется попробовать снова. Заводим мобилоновку и...
Очухаемся в лаборатории с мыслями, как быстро по сравнению с Джон Тайтером прыгаем в прошлое. Притом, если бы мы прыгали дальше во времени, то рисковали бы повредить себе психику. Перед нами ходила Майюри, готовящая курочку, а мы все же примем, что Наи случайно толкнула Майюри под рельсы. И, видимо, судьба играет злую шутку с нами. На этот раз мы вызвали такси и уже как 3 часа стоим в пробке. Неожиданно человек сзади открывает дверь и насмерть протыкает Майюри ножом. Вновь ее кровь проливается на наших глазах, а мы вынуждены отбиться от убийцы и бежать прочь, не принимая желание мира убивать Майюри снова и снова. Вновь перезапуск, и вот мы в раздумьях, почему постоянно, ровно через 6 часов Майюри умирает. Каждый раз, куда бы мы ни направились, даже в полицейском участке исход один. Нам нужно придумать новый план. Теперь же мы сидим и думаем, как избежать смерти подруги вместо импульсивного бегства. Пишем Мойке, что хотим с ней поговорить на крыше Кайкана, и в сумерках ждем ее там. Спутник все еще был на месте, нам еще полчаса ждать Мойку. Она приходит, и мы, направив лучевой пистолет, одно из 8 старых изобретений, которое похоже на пистолет, начинаем допрашивать Мойку, выдав, что знаем про ее связь с Серн. Все, что выясним у неразговорчивой мадам, так это то, что террористы это раундеры, работающие подпольно на Серн, а она сама подчиняется Серн, а именно некому ФБ, потому просто выполняла приказ по нейтрализации нашего открытия машины времени. Также заданием было убить Майюри, что та просто должна выполнить, и все. И даже смерть Мойки ничего не изменит. Мы не успеем выяснить что-то еще, так как придет подмога, и мы попадем в засаду, после чего нас вырубят. В темноте прогоняем, что, видимо, такой выбор в Радштейна, хоть мы это и выдумали, потому что круто звучит, когда как на самом деле есть только судьба, бог и воля мира. Проснемся в машине, где, дождавшись момента и набравшись решимости, пинаем головой охранника и бежим со связанными руками до лабораторной, где заплаканная Майюри пытается нам помочь, но пришедшая Мойка со спины вновь стреляет в подругу. Остальное произошло как обычно, и мы по итогу вновь совершаем прыжок. Очнувшись за 2,5 часа до смерти Майюри, прогоняем мысли, что если бы мы не создавали машину времени, возможно, все было бы иначе, поэтому решаемся сломать мобилоновку. Нас, правда, остановит Курису, беспокоясь за нас и не желая объясняться, полностью бледным и нервным мы уйдем от нее. Сидя посреди улицы, ловим депрессию, что сегодня пятница 13 и скоро Майюри вновь умрет, а мы ничего не можем с этим поделать. К нам придет Куриса, удивляясь нашему положению. Она с трудом нас нашла и вновь предлагает помочь ей с продуктами. Мы же сквозь слезы, впервые назвав ее по имени, просим помощи. Она догадается, что как только мы взяли телефон и изменились в лице, все это было прыжком во времени. Мы объясним ей в 2 словах, что через 3 часа Майюри умрет, а мы перепробовали все. Куриса удивится, как нас не выкинуло из причинности мировой линии, но после она искренне посочувствует, что мы пережили такие ужасы и мужественно не сломались. Она тоже хочет спасти Майюри, поэтому соглашается помочь. Немного отшутившись и придя в себя, Куриса предложит нам прыгнуть сильно дальше во времени, чтобы также объяснить ситуацию ей. Взяв за руку, она поведет нас до лаборатории. Если коротко, мы всех остальных отправились закупать продукты вместо нас, а мы со взломом в мастерскую включили там телевизор, но все это не имеет значения, если мы все равно прыгаем в прошлое. Куриса поинтересуется, как это все будет выглядеть с ее точки зрения, но она вскоре сама все узнает. Она составит основные правила перед отправкой в 1:45 ночи сегодняшнего дня. Мы точно не должны мешать Курису доделать машину времени, которую она сделала буквально 5 часов назад, и только должны всегда с собой носить телефон, иначе пиши пропало. Если Куриса не поверит нам в прошлом, должны будем сказать ей пароль, что она хочет собственную вилку, так как ложка уже есть, чего мы не поймем, но примем. Курису скажет, что благодаря нам она подтвердила свою теорию по путешествиям во времени, потому скажет спасибо и напомнит, что она всегда будет на нашей стороне. Заводим мобилоновку и... Очухиваемся за 15 минут перед изобретением машины времени, где Куриса как раз ее доделывала, а Майюри шила костюм. В общем, незадолго, как мы словили в табло от мистера Брауна. Как только Куриса заканчивает машину, мы останавливаем их от эксперимента, якобы потому, что парадоксы нужно детальнее изучить и так далее. Вечеринку же проведем в другой раз, потому отпустим Майюри и Дару домой, пока как сами остановим Курису поговорить. Она будет недовольна, ведь только что закончила работу, и не верить поначалу нам, даже вилка не поможет. Но более грамотно разжевав ей все, она доверится нам, и из важного-то скажет, что мы можем следовательно прыгать не раньше, чем на 48 часов, так как до этого машина времени попросту не существовала, а значит перемещение невозможно. И то, хорошо, что это не рождает временные парадоксы, что все равно нас не устроит, так как по теории Курису мы никак не можем изменить многомировую интерполяцию, которая из раза в раз убивает Майюри любыми способами. Мы начнем кричать во все горло, что должен быть способ исправить это. В моменте мы заметим, что снаружи Сузуха услышала нас, после чего насторожится и убежит. Мы с подозрением захотим расспросить за отца Баррел Тайтера, потому пустимся за ней в бегах.
бега. Даже позвонив ей, та скажет, что поступила как ребенок, и правда пора уйти навсегда. Принимаемся искать ее везде и заметим, что спутник в здании начинает мигать лампочками. Поэтому, зайдя в абсолютно неохраняемое полузаброшенное здание, поднимаемся на этаж, где Сузуха попытается включить спутник, но бесполезно. Мы догадаемся, что она путешественник во времени, а она сама добавит, что все это время Сузуха была Джон Тайтером. Чего? Спустившись вниз, та объяснится, что она действительно прибыла из 2036 года, и что она постила на форуме полуправдивые предсказания из будущего, параллельно скрываясь от Серн. Она сбежала, посчитав смерть Майюри от Серн своей ошибкой, но сейчас та готова ответить на все вопросы перед всеми. Поэтому по-хорошему идем в лабораторию к Майюри и Дару, которых это все тоже касается, потому Сузуха их оставит. Вместе с Курису начинаем слушать, что Сузуха, рожденный через 7 лет в 2017 году, прибыла из будущего, где Серн устроили антиутопию без войн и конфликтов, вместе с этим отняв свободу у всех людей. А ненависть к Курису вызвана тем, что она в будущем работала на Серн и помогала с машиной времени, полагая, что против своей воли. Кроме шуток, та знает модель вселенной и перемещений во времени, рассказав нам на примере замотанных ниток, где каждый из бесконечного количества ворсинок является временной линией в большом скоплении аттракторов или же в единой веревке. Перемещаться между линиями можно только в момент отклонения или глобальных изменений лица мира. Это не параллельные миры, как вы могли подумать, а просто вариация одного мира, существующих параллельно друг другу. Замечать эти крупные изменения можем благодаря считывающему Штейнеру в нас, а значит мы можем заметно переместиться из поля аттракторов альфа в бету и изменить глобальный мир. Мы, скрывая от Майюри ее смерть, наконец-то убедились в возможности ее спасти. Курису логично спросит, откуда Сузуха вообще знает задолго до своего рождения про нашу банду, на что та упомянет завещание отца, который не успел изменить мир при помощи машины времени, так как его убил Серн. Сузуха также подскажет, что Серн вышли на наш след из-за первого димейла, зафиксировав через мировую сеть наше сообщение, а чтобы удалить его, достаточно взломать их базу данных и стереть о нас инфу. Правда, как мы вспомним, у нас нет IBM 5100, потому единственный способ его достать — это починить машину времени Сузухи, который накрылся из-за недавнего дождя пару дней назад, и отправить подругу в 1975 год, когда такие компы свободно продавались. Мы, правда, не можем прыгнуть раньше этого времени, потому, собираясь с мыслями, отправим Майюри и Дару за продуктами, а Сузухи и Курису скажем, что выбора у нас нет, кроме как снова вернуться назад во времени максимально на 11 число в 2 часа дня, чтобы выиграть больше времени на починку спутника Сузухи. Идем в лаб, активировав мобилоновку и... Вновь очнувшись, выиграв 2 дня, ловим Сузуху и вместе с ней повторно рассказываем все как есть. После этого собираемся чинить ее машину времени, но вместе с этим Майюри попросит помочь найти Сузухи и ее отца, как она изначально и хотела. Зацепок, правда, никаких не было, кроме чудного значка. Мы жмем руку и всей командой соглашаемся помочь ей найти отца, за что Сузуха будет очень благодарна. Все же, даже если мы его и не найдем, Сузуха все равно исполнит последнюю волю отца и отправится в 75 год, с чем мы не возражаем. Пока что думаем расспросить за значок в местных магазинчиках, а сами Сузуха и техногением Дару идем втихую в радио Кайкан, где, убедившись, что махина не рухнет, начинаем над ней работать. Мы с Сузухой соврем Дару, что у нас есть только 2 дня, не потому что Майюри умрет, а потому что якобы будет идеальная погода для входа в сингулярность и прочее. Дару без труда соглашается починить эту машину. Сами гуляем по улице, но никто из местных торгашей понятия не имел, что это за значок, от чего сонливо идем в лабораторию отдыхать. Чуть позже нас разбудит Курису, чтобы Сузуха показала знакомый прибор для отслеживания отклонения от изначальной мировой линии, который, оказывается, сделали мы сами из будущего. Как он работает, мы поймем только через 11 лет, потому что только мы можем заметить изменения цифр на панели, а Сузуха скажет, что с нами она тогда не виделась, так как мы были террористом, восставшим против Серн, и что как только мы превысим 1% на приборе, то попадем в бета-аттрактор, чем спасем Майюри. Далее приходим к иностранному покупателю, который на ломаном японском скажет, что также не в курсе, откуда значок, но мы дадим ему контактную информацию на всякий случай. Позади нас появится Сузуха, который угостит колы и заведет непринужденный разговор, говоря, что мало надеется на нахождение отца. Мы сильно разгневаемся, так как помочь нашему лабмену такая же приоритетная задача, и тот не собирается сдаваться, пока еще есть время. Сузуха также скажет, что ей самой непросто, потому извинимся, и дабы прервать неловкое молчание, позвоним Дару, который скажет, что работа продолжается, но тому ужасно дурно из-за жары, и он не против подмоги в лице Сузухи. Также сообщим, что зацепок по значку пока нет. В общем, приходим к Дару на крышу, где Сузуха с Дару работают над спутником, а мы с Майюри мило беседуем. Она беспокоится о перемещении Сузухи, желая составить компанию в 75 году, а потом заметит, как хорошо
Дару смотрится с Сузухой. Мы не очень полезны, как вы заметили, но Майюри нравится просто сидеть здесь, потому она также пойдет рассматривать машину времени, пока как мы начнем разговор с Сузухой. Она удивится, какой Дару удивительный человек, что мы все такие разные и ей удалось со всеми подружиться, хоть на короткий момент. Она также скажет, что в ее время из-за антиутопии люди не такие свободные и эмоциональные, потому попросят нас изменить будущее, чтобы оно было таким же ярким и прекрасным. Мы пообещаем ей по завершению машины устроить вечеринку. Сидим в лаборатории без единой зацепки про отца и значка. Нам, к счастью, позвонит иностранный торговец, который заметил покупателя. Мы придем к нему лично и через ломаный английский мало что поймем касательно описания внешности и прочего. Много не узнаем, так как торгаш скроется из-за полицаев. Вновь дома по таймингу Куриса заканчивает машину для прыжков во времени, чему удивится Сузуха. Мы втроем обсудим наш считывающий штейнер, что малозначительные изменения не меняют аттрактор, потому будущее в рамках одной всегда предопределено, а значит нужно значительно сместиться на новый аттрактор, чтобы спасти Майюри. В любом случае времени у нас уже мало, потому просим Курису завести мобилоновку и... Прыгнув на 40 часов назад, поджидаем покупателя значка у лавки, но мы заметим только Дару. Поймав его с поличным, тот удивится нам, но отойдя в сторонку и отшутившись, тот примет серьезный мрачный вид. В общем, тут хотел подделать значок и утешить Сузуху, так как во время ремонта машины времени Сузуха рассказала по секрету, что она может только перемещаться в прошлое, так как машина недоделана, потому что ее отца убили сильно заранее за воровство наработок Серн. Другими словами, Сузуха отправится в 75-й год, а с нами она увидится только пережив 35 лет самолично. Мы понимаем, что ложью ничего не сделаем, но теперь иначе смотрим на последний искренний разговор Сузухи. Далее, как и в прошлый раз, сидим на крыше с Майюри, ведя простые беседы, после которых также к нам подойдет Сузуха. Мы спросим, не жалеет ли она ни о чем, что сразу выдаст нас. Сузуха поймет, что мы знаем о ее жертве, но она лишь хочет сделать будущее счастливым, где никто не умрет из нас. Нам ничего не остается, кроме как принять это. На следующий день Дару доделывает машину времени. Все лабмены пришли провожать Сузуху. Последняя будет благодарна нам, пока как мы корим себя, что не смогли найти ее отца. Та подарит нам значок на память, что будет неплохим поводом сделать на всех членов лабы по копии как символ. Майюри прервет всех через барабанную дробь, объявив, что отец Сузухи является Дару. Все будут в шоке с этого, учитывая, что все нехорошего мнения о нем. Майюри, конечно, не прям им гордится, но докажет это тем, что буквы на значке соответствуют первой букве каждого члена лаборатории. Цифры — это потрепанная надпись 2010. И нам также известно, что отец Сузухи был в Акихабаре в 2010 году и был прекрасно осведомлен о считывающем штейнере. Также Сузуха посещала в поисках отца оффлайн встречу по машинам времени, где не повстречала Дару. Ну и напоследок, полное название машины времени Фиджи — это гаджет будущего, Future Gadget, притом с причудливым уточнением версии, как любит Дару. А еще имя Барель по-японски будет Тару. Если сказать быстро Хашида и Тару, то появится знакомое звучание Та и Тор. Кроме шока от детективных навыков Майюри, у нас отпали сомнения, после чего Дару и Сузуха через неловкость наконец-то искренне взглянут друг на друга. Сузуха в слезах обнимет Дару, сказав, что обязательно исполнит его волю по изменению мира. Также она умолчит про свою мать, но все равно будет рада, что встретилась с Дару. На такой трогательной ноте Сузуха наконец-то готова прощаться со всеми, написав нам сообщение «Прощай». Она проживет долгие 35 лет, обещав найти нам ретро-компьютер, хоть для нас и пройдет всего пару часов. Машина сверкает ярким светом, а Дару скажет, чтобы Сузуха постаралась, ведь он тоже приложит все усилия. И вот машина времени исчезает. Через время, вытряв слезы, возвращаемся в лабораторию, ожидая известия от 54-летней Сузухи. Отклонение на приборе не изменилось, но мы пока не делаем никаких выводов. Дару удивляется, что уже, возможно, стал прадедушкой, а Майюри утешает, что ему как деду нужно быть просто милым. Наши разговоры прервет стук в дверь, за которой стоял мистер Браун. Он не поймет, куда делась его работница, но мы оправдаемся, что она просто уехала навсегда домой. Мистер Браун также передаст письмо от первоначальной владелицы здания, Аманы Сузу, которая скончалась 10 лет назад в возрасте 40 с небольшим. Мы, поблагодарив за сохранение письма, с трепетом начинаем его читать. В письме, адресованного нам, Сузуха писала, что, переместившись в 1975 год, машина дала сбой. Ее нашли на улице и повезли в больницу. Далее она существовала, абсолютно позабыв о своей миссии. Прожив целую жизнь, только в последний год перед смертью она вспомнила про IBN 5100, который она не смогла найти и принести нам. Она чувствует огромную горечь и сожаление. Благодарю судьбу за возможность извиниться. С каждой строчкой она была все эмоциональнее и эмоциональнее, ненавидя себя за то, что обрекла будущее и не справилась. Если бы она сразу переместилась в 1975 год, то машина без поломки смогла бы перенести ее, и та не забыла бы о миссии. Она сожалеет о своем эгоизме и о впустую потраченной жизни и просит прощения. Мы, полные скорби,
не можем поверить в случившееся. Курису скажет, что нет смысла обвинять Дару в недоработке, ведь тот сделал все, что мог. Мы выбежим на улицу, поймаем мистера Брауна и попросим рассказать о причине смерти человека, с которым мы были давно знакомы, хотим сберечь память о нем. Мистер Браун скажет, что причиной смерти была она сама, от своих же рук. Мы, подкашиваясь, осознаем ее состояние. К нам спустится Майюри в слезах обнять, так как ей тоже тяжело принять потерю. В лабе была напряженная и тягостная атмосфера, а мы прогоняем, что единственный выход найти IBN 5100 и спасти Майюри — это очередной прыжок значительно раньше того момента, как мы задержали путешествие Сузухи на 4 дня, и где дождь сломал машину. Таким образом, нужно отменить демейл, из-за которого мы ее и остановили. Все бы хорошо, но воспоминания о ней нам придется удалить тоже, включая все теплые моменты с ней. Резко по телевизору появляется сигнал тревоги, а это значит только одно. Мы с Курису и Майюри бежим к мобилоновке, где пишем сообщение не преследовать Сузуху 4 дня назад. Таким образом, невзирая на беспокойство девочек, нам нужно лишь нажать кнопку. У нас появится выбор, отменить ли дорогие воспоминания всех ради спасения Майюри или же воздержаться. Тайм-коды, если что, я оставил, поэтому делаем сохранение и приступим. Если мы не решимся отправить демейл, то Акаба скажет, что не может просто взять и отменить дорогие воспоминания, поэтому импульсивно решает совершить прыжок на 2 дня назад, игнорируя Курису. Надеваем наушники, заводим мобилоновку и... Едва придя в себя, слышим беспокойство Курису, а для себя мы решаем, что единственный способ сохранить жизнь Майюри и Сузухи — это остановиться и наслаждаться отведенным временем. И вот, наслаждаясь погодой, всем коллективом катаемся до центра Токио, где будет проводиться знакомая нам ярмарка. Пока Курису и Дару неохотно крутят педали на арендованных великах, мы стараемся отвлечься от факта, что скоро Майюри умрет. Как это плохо звучит. Дару от усталости остановится, и его едва не сбивает грузовик, не без нашего вмешательства. Далее мы докатимся до выставочного центра, где все отдыхают, а Сузуха удивится такой красоте, так как в ее время это место было стерто. В общем, все радостны и счастливы, потому просто идем кушать. Про себя же скажем, что и завтра будет очень весело. И вот, наслаждаясь погодкой, всем коллективом катаемся до центра Токио, пока Курису и Дару неохотно крутят педали на арендованных великах. Вдруг Дару останавливается, а нам становится интересно, что если мы не потянем его за руку. Начнутся дико мрачные мысли, что его, возможно, собьет грузовик и он умрет, но благо он отделался легким испугом. Мы же стараемся прийти в себя, не позволяя думать о чернухе. Все заметят, что мы тоже напуганы, потому спокойно просим всех катиться дальше. Сами же принимаем, что вынуждены жить в этой 48-часовой петле в гармонии и радости. Далее мы докатимся до выставочного центра, где все отдыхают, а мы же, смотря на Сузуху, начнем обращать внимание на ее подтянутое тело, что заставит подумать о возможностях воспользоваться ей, увести в сторонку и даже убить ее. Это очень плохо звучит. В нас будут лезть деструктивные мысли, что можем как безумные ученые совершать любые грехи, так как все равно откатимся и последствий не будет. Едва остановившись, отбегаем от Сузухи, чтобы продолжить вкушать счастливые деньки, где уже не так уверены, сможем ли мы оставить друзей в добром здравии. И вот, наслаждаясь погодкой, всем коллективом катаемся до центра Токио, пока Курису и Дару неохотно крутят педали на арендованных великах. Мы уже ничего не чувствуем и будто умерли внутри. Дару вновь чуть не сбивают, из-за чего тот захочет вычислить водителя и разобраться с ним, на что мы мрачно прикажем так и сделать. Доехав до места, нас остановит настороженная Сузуха, которая заметит пустоту в наших глазах, как у жителей ее времени. Мы безэмоционально расскажем ей, что мы бежим от смерти Майюри, а также того, что Сузуха не справится с заданием и впустую потратит свою жизнь. Сузуха будет в шоке от того, что кончит жизнь от своих же рук, поэтому единственное, что она может предложить, это отправиться в 75-й год вместе с ней, дабы точно завершить миссию. Она слезно скажет, что у них будет 35 лет, чтобы точно подготовиться и изменить мировую линию, тем самым сохранив жизнь всем, в том числе и нашу жизнь, не позволив нам убить свою душу до конца. Мы в оцепенении согласимся на такой исход, за что нас обнимут и поблагодарят. И вот мы на крыше уверенно соглашаемся со своим выбором, написав письмо всем нашим друзьям и семье. Они будут горевать, но в нас хотя бы тешится надежда, что так исход миссии будет иным. Теперь, взяв за руку Сузуху, садимся в машину времени и отправляемся навсегда в прошлое, чтобы изменить навсегда будущее. Концовка Сузухи. В этой концовке мы не в силах изменить исход, попадаем в бесконечную петлю, которая поедала нас изнутри, пока такой же путешественник во времени в лице Сузухи не окажет поддержку, дабы вместе завершить начатое дело и отправиться в новое будущее. Нам не дают прямых ответов, что будет дальше, оставляя читателя в надежде, что те смогут передать ретро-компьютер, чем не дадут Серну знать о них, дабы спасти Майюри. Весьма личный вопрос, правильно ли мы поступили, но здесь важно то, что мы не дали Сузухе забыть приятные моменты с нами, и теперь проведем большую часть жизни вместе с ней. Вероятно, чтобы выйти на эту концовку, не лишним будет отвечать на ее сообщения, которые мельком раскрывали ее чужеродность и незнание современных по нашим меркам обыденных вещей. Ее история сильно трагична и полна потерь, ведь после жизни в антиутопичном прошлом она остановилась в 2010 году, чтобы встретить своего отца, и вместе с этим обрести глубокую привязанность к остальным лабменам. Мы многого не знаем о воине на полставке, но на ее примере мы очевидно
действительно можем научиться ценить даже простые вещи и готовность чем-то жертвовать. Возможно, у нас и не было другого выхода по спасению всех дорогих нам людей, но уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. А что если... У нас появится выбор, отменить ли дорогие воспоминания всех ради спасения Маюри или же воздержаться. Стоп. Во имя Маюри заводим Мобилоновку и отправляем себе сообщение, невзирая на возражения Маюши, что мы сотрем дорогие нам воспоминания, ведь они будут до сих пор в нашем сердце. Сузука доверила нам спасение будущего, потому нажимаем отправку сообщения и... Очухиваемся у себя в лаборатории в это же время. Проверить изменения линий не получится, так как прибора у нас уже не было, ведь Сузуха, получается, не передавала его. Маюри и Курису спали на диване, потому Удару спросим про метро, которое работало как обычно. У себя в лабе мы не найдем IBM 5100, что означает лишь частичную победу. На дворе 9 вечера и люди-мойки не пришли, слава богу, потому все равно просим всех после еды отправиться по домам. Через время, проводив Курису, едем с Маюри до ее дома. Она начнет переживать, что с нами что-то случилось, но мы отшутимся, что с IQ 170 безумный ученый просто планирует очередной хаос. Маюши все равно ради себя просит нас отдыхать, благо теперь все было как обычно. Отоспавшись впервые за долгое время у себя, идем к мистеру Брауну спросить за, возможно, живую 54-летнюю Сузуху. Нас встретят и предложат поработать за 1 ЛТ-телевизор в месяц. Мы же откажемся и, поняв, что молодая Сузуха была уволена за отсутствие на работе, послушаем историю про престарелую Аманы Сузу, которая очень хорошо знал Теноджи. Он поведает, что она умерла от болезни 10 лет назад, а мы же скажем, что однажды она нам очень помогла и хотели бы узнать больше. Оказывается, мистер Браун жил в ее доме, потому предложит поехать к нему дать честь у алтаря, на что согласимся. По пути заметим, что Акихабара до сих пор технический городок, а спутник действительно исчез из здания дней 5 тому назад. Приехав к дому мистера Брауна, заметим старый велик Сузухи, от чего нахлынет множество воспоминаний. Внутри дома был алтарь, перед которым выразим уважение перед Сузухой. За банкой пива послушаем историю, что у мистера Брауна 15 лет назад умерли родители в Европе, из-за чего тот переехал в Японию, где по соседству жила Сузуха. После пожара босса Сузуха приютила Теноджа, а потом очень дешево продала здание с мастерской, чем объяснилась добротой, которая всегда возвращается. Нам также дадут измеритель дивергенции, который мы искали, заметив увеличение значения. Мы продолжим борьбу и путь к 1%, чем отплатим долг перед Сузухой. Мы пустим слезу, а мистер Браун по-мужски похлопает по плечу. Через время встречаем на станции Маюри под ее фирменное туттуру, якобы оберегая свою заложницу. Правда, пока мы ей объясняли, что получили приборы, что Маюри не стоит все же разгуливать по городу, она неожиданно потеряется и также быстро найдется, протягивая руку к небу. В лаборатории общаемся с Курису после того факта, что ретро-компа все еще не было в храме. Ассистентка заметит, что мы стали больше времени проводить с Маюри, всячески баловать ее. Мы, конечно, спокойно скажем, что являемся с Маюри просто друзьями детства, и Курису будет неловко оправдываться за подозрения и злиться, что мы ее за это подкалываем. Давно мы так не срались, но сейчас в лабе мы серьезно обдумаем, что прыжок во времени, возможно, тоже связан со считывающим Штейнером. Также мы заметили, что дыра в полу еще больше, а мы можем спокойно с пульта включать ЛТ-телек внизу, потому можем прыгать в любое время. Нас остановит Курису, так как договаривались не проводить эксперименты. Неожиданно наш трёп прервут иностранные террористы. Твою мать. Вновь нас берут в заложники, но мы подготовились, потому с пылесоса херачим дым. Маюри получит смертельный выстрел, а мы сами также получим пулю вдоль макушки. Не успев даже понять произошедшее, заводим Мобилоновку и опять откатываемся на несколько часов назад. Снова. Вновь оказываемся в лабе, где все живы и здоровы. Не понимая, почему атака произошла днем позже, вызываем Курису срочно поговорить. Снаружи она удивится, что мы позвали ее по имени и что серьезно нуждаемся в помощи. Вплоть до сумерек мы рассказывали вообще про все, про смерть Маюри и про Сузуху. Курису, допустим, поверив нам, начинает рассказывать, что единственный способ получить IBM 5100 и стереть данные серд — это предотвратить все демейлы, достигнув 1% на приборе, благодаря чему выйдем из альфа-линии. Таким образом, Курису посоветует нам аккуратно отменять СМС, чтобы понять, в какой момент мы отклонились от курса, параллельно с этим сохраняя бдительность, ведь наша смерть — это самое ужасное, что может произойти. Мы поблагодарим Курису за помощь, как когда-то в другой мировой линии, но та не поймет, смущенно оправдывая, что это только было ради науки и вообще забудь. Теперь же вновь прыгаем, но во вчерашний день в полдень.
Итак, оклемавшись, поймем, что минут через 10 Курисо закончит машину времени, потому спускаемся вниз, где обдумаем, что для нашей цели нужно отменить последовательно 3 демейла: Феррис, Рукака и Моэки. Пока что начнем с очевидного изменения города и попробуем дозвониться до Феррис. Она не берет трубку и даже на СМС не отвечает, так что лично идем к ней. И вот у дома Феррис вахтер скажет, что госпожи нет дома, и попробуйте в другой раз. Отчего грустно идем по городу и думаем, где она может быть. Очевидно, что только фанат Дару может знать, потому без вариантов звоним ему и узнаем, что Феррис сейчас на финале очередного турнира, защищает свой титул чемпиона по карточной игре, куда мы не сможем попасть без билета. Теперь ждем в тотальном игноре от Феррис под дверями чемпионата. Мы спросим у странного типа, где сейчас чемпионка Феррис, на что тот оскорбится, так как тот не признает в ней чемпиона. И как истинный хейтер он нам вмажет головой, благодаря чему заметим небольшой лысый участок головы, на что парень гордо расскажет, что он черный 4-градусный абсолютный король и про свой 4-градусный ожог, который оставил такой дефект. Мы его поправим, что это обморожение, и не желая встревать в драку, дадим заднюю. Вновь у дома Феррис нас наконец-то впускают. Поднявшись к ней, она будет подавленно рассказывать, что только что проиграла из-за фокусов противника. В ней разочаровался отец, и потому она не хочет появляться на людях. Мы ее прямо спросим, что такого она могла сделать с предполагаемой машиной времени, чтобы изменить Акихабару, но та упадет к нам и будет делать вид, что пытается вспомнить. Мы же очень хотим ей как-то помочь, на что Феррис скажет, что только победа в сегодняшнем турнире могла бы напомнить ей про ее же демейл. Мы же догадываемся, что ей просто выгоды ради хочется развести нас, но та начнет реветь, и мы соглашаемся ей помочь под таким натиском груза вины. Она начнет к нам приставать и обниматься, но мы отказываемся от нежности и не позволяем ей больше плодить демейлы по своим причинам. Нам пояснят, что мы будем должны заранее до матча принести солнцезащитные очки и затычки для ушей, дабы противники не отвлекали ее от игры. В общем, цель ясна, потому совершаем прыжок. Очухиваемся в лабе, собравшись с мыслями, идем с вещами к ней на турнир. Через 15 минут ожиданий Феррис придет. Мы захотим ей сказать что-то важное, но та воспримет это за признание в любви. Кроме шуток, она верит, что мы из будущего, ведь Феррис из космоса. Короче, ни хрена она не возьмет нужные контрмеры, потому что ее оскорбит, что мы набросились на нее, без того на нервах начали говорить, что она проиграет и прочее. Потому-то просто уйдет, крича, что мы ей мешаем. К нам придет черный абсолют, который будет потешно насмехаться, что Феррис не принимает подарки судьбы, но мы на уверенном начнем вместе с ним вопить, что мы Хоин Кёма, и нам плевать на павлина с лысиной, что вызовет общественный угар, от чего болван уйдет. Феррис удивится, что мы ее защитили, потому она возьмет припомбасы на всякий случай, раз уж настолько серьезно. Сидим втихаря посреди турнира вместе с Дару, который с фанатами был на своей волне. Буду краток. В финале Феррис вышел против черного абсолюта. В начале игры она очень сильно всирала, потому что противник начал словесно унижать ее, но та его не слушала и, собрав волю в кулак, начала контратаковать. Мы либо слушали пояснение хода матча от Дару, либо отнимали лазерные указки у поддельника в зале. Таким образом, Феррис взяла сногсшибательную победу. На выходе из здания Феррис нас обняла и извинилась, что поначалу нам не доверяла. По пути она расскажет, что старая проигравшая Феррис просто нас надурила, и мы теперь не знаем, что делать. Феррис, приблизившись к нам, скажет, что она обладает способностью чеширского кота, а именно считывать настроение и мысли людей по лицу, потому она нам верит, но вспомнить СМС она не сможет. Неожиданно нас прерывает 4-градусный, который с бандой собирается отомстить за проигрыш, узнав о способности Феррис. Это, конечно, не террористы, но противники серьезные, потому хватаем Феррис и пускаемся в бега. Нам звонит Дару, добавив, что эти парни еще и обвиняют Феррис в жульничестве, но нас пока это мало волнует. Далее мы очень долго петляем по всему городу, догадавшись спрятаться в кладовке бывшего мейд-кафе. Там наверху сидим и прячемся посреди муки, строча сообщение Дару, чтобы тот вызвал такси, так как наша великая сила пока недоступна. Пока сидим здесь, Феррис удивится, откуда мы знаем, что она планировала здесь открыть роскошное мейд-кафе. Это наведет нас на мысли, что город изменился, так как Феррис не ходила на конференции и не гнула линию в проектировании города, из-за чего ее отец, помешанный на компах, сделал все под себя. Единственное, из-за чего тот мог перестать брать дочурку на встрече, так это если бы ее похитили или типа того. Феррис начнет резко вспоминать, что здесь будто бы когда-то действительно был мейднян, а Дару с нами был постояльцем. В общем, она вспомнит всю линию событий, вплоть до демейла, но расстроится, что мы хотим его отменить. Поясним, что от этого зависит жизнь Майюри, та поверит нам и скажет, что своим сообщением она спасла отца, который умер 10 лет назад. Мы с ужасом задумаемся, что должны допустить смерть одного человека ради спасения другого, но нас прервет шум, который заметили нас из-за звонка ассистентки. Тут есть два варианта и по порядку. Если мы возьмем трубку, то Курисо экстренно подскажет рассыпать муку и включить свет, что мы сделаем, тем самым по-научному спровоцировав хлопки, как от петард, потому сможем сбежать. Если мы не ответим на звонок, то просто соврем, что 4-градусного переехала, потому просто на эффект неожиданности свалим от них. В любом случае оказываемся на улице, где нас врасплох найдет черный абсолют. Мы начнем изображать демоническую руку, что не впечатлит парня, и нам по голове прилетит битой, после чего и забьют ногами, что мы мужественно терпим. К нам подъедет машина, а Феррис, взяв нас, сядет внутрь, и мы уедем.
уедем. Очнувшись лежа на ногах Феррис, ее отец за рулем поблагодарит нас за спасение дочери, потому предложит переночевать в его доме. Мы не считаем себя героем, но будем рады, что Феррис в порядке. Через время после трапезы с семьей мы расспросим за IBN 5100, на что отец вежливо расскажет, что тот получил его от Аманы Сузу, что означало завершение миссии Сузухи, чему будем слезно рады. После этого отец отдал Ретроком в обмен на выкуп его дочери, которую похитили тогда французские бизнесмены. Мы вновь огорчаемся, что IBN 5100 снова от нас далек. Восстанавливаемся от ран в спальне, куда через время придет и Феррис. Она без своих ушей просит звать себя Румиха, чтобы слезно поблагодарить за спасение, ведь она бы не справилась без своего принца и спасителя. Она упадет нам в грудь, рассказав, что вспомнила, как в той мировой линии отец очень много работал над своей компанией и мало проводил время с дочерью, обещав быть с ней хотя бы в ее день рождения. В тот самый день она сбежала из дома, сказав, что та ненавидит отца, после чего тот улетел в командировку на самолете, который потерпел крушение, где погиб только он. После этого она хотела только вернуть папу и наладить с ним отношения, потому, услышав про нашу машину времени, она отправила сообщение, из-за чего отец проявил любовь спасением Феррис. Все остальное время она жила будто во сне, где отец жив и она наслаждается временем с ним. Но теперь на кону стоит жизнь Маюри, потому та готова проснуться ото сна и откатить свое сообщение, дабы отдать должное за то, как мы рисковали и также спасли ей жизнь. Она продолжала сильно рыдать в нашей груди до самого утра. Днем Феррис последний раз прощается с отцом, а мы по телефону просим Дару все настроить. Феррис покажет написанное сообщение: 100 миллионов за дочь, садись на поезд, из-за чего отец остался жив, а Феррис не участвовала в изменении города. Мы не вправе решать, какая жизнь ей больше подходит, но мы начинаем сильно колебаться, ведь она очень хотела бы сохранить воспоминания с нами. Мы хоть и не стали говорить, что она вероятно забудет это время, нам же самим останется только отправить сообщение, стерев тем самым воспоминания о живом отце и о чемпионке Феррис, которой мы помогли. У нас появится выбор, отправить ли сообщение или нет. Тайм-коды, если что, я оставил, поэтому делаем сохранение и приступим. Если мы не возьмем в руки телефон, то Акаба не станет менять прошлое, чтобы пожертвовать отцом Феррис. Мы хотим попробовать другие варианты, чтобы никто больше не страдал. Сидя в кафе, скажем, что единственное, чего добиваемся, это получение IBN 5100 и спасение Маюри, а значит достаточно будет отправить сообщение от лица похитителей, чтобы тогдашний отец Феррис, будучи коллекционером, смог передать нам компьютер. Феррис удивится и даже признает, что влюбляется в нас, чем очень смутит. Мы бы как мужчины привыкли к ее поведению и стали бы благодарны за завоевание такой девушки, но сейчас мысли совсем о другом. Потому оставим Феррис без взаимных признаний, сосредоточившись на проблеме. Феррис в любом случае с нами до конца. Приходим с ней в лабу, где скажем остальным, что все объясним позже. Подойдя к Мебелановке, скажем, что неважно, будет ли она помнить эту мировую линию, ведь в любом случае все это запомним мы. Взявшись за руку, уверенно пишем новый димейл и... Очухиваемся посреди города, где все вокруг снова стало будто анимешным и моэ. Рядом не было Феррис, но надеемся, что ее не стерла. В поисках ответов изучаем здешнюю линию, потому идем в резиденцию Теноджи, где, объяснившись перед Малой, берем с алтаря измеритель дивергенции, где странным образом пропала первая цифра. К нам придет Ная, которая совершенно нас не узнает, и даже наши объяснения воспримутся с опаской. В общем, неловко сматываемся отсюда на станцию, где в телефоне заметим исчезновение всех контактов, кроме номера телефона Феррис. В страхе идем к лаборатории проведать остальных, но второй этаж пустовал. Идем в мейд-кафе спустя столько времени его отсутствия, где нас встретят Маюри и Феррис в рабочей форме. Буду краток, Маюри нас не узнала, ведь для нее мы просто дуэльный партнер по карточной игре и тайный парень Феррис. Сама подруга заревнует нас к Маюри, но мы быстро объяснимся. За столиком рядом сидел Дару, который тоже приревнует к Феррис, так как мы часто ее тиммейт, а на вопросы про Курису тот скажет, что слышал не только из научного журнала. Пытаясь собрать все в голове, надеемся, что в этой линии никто не умрет. В кафе под вечер Феррис подтвердит, что отец сегодня ушел на работу, а значит живой. Она также подтвердит, что мы ее парень, грустно поняв или считав своей способностью, что мы не издеваемся и реально потеряли воспоминания о последних событиях. Она расскажет, что мы познакомились, когда играли в Райнет, после которого вместе добивались сногсшибательных побед, а потом признались в чувствах и стали парой. Мы же принимаем эту реальность, где потеряли все моменты, связанные некогда с нашими близкими, ведь обрели любовь, потому просим Феррис приглядеть за Маюри, дабы в 8 вечера убедиться, что она не умрет. Сидим в доме Феррис в ожидании вестей, пока к нам не придет ее отец, дабы положиться на нас в присмотре за дочкой, перед тем, как тот уедет по работе. Он покинет нас и тут же придет Феррис, сообщив, что с Маюри все было в порядке. Теперь с сильной усталостью и облегчением принимаем, что смогли спасти всех, хоть и отдав за это большую цену. Через время вместе с Феррис заново перед турниром учимся играть в карточную игру, что было весьма муторным. Феррис также забеспокоится, что мы ничего не помним о ней, как о своей девушке, потому в пустом доме, где были только мы, та начнет к нам приставать, чтобы чувствами напомнить о себе. Это нам не очень понравится, потому Феррис расстроится и начнет плакать, что мы все забыли. Мы же ее утешим
утешим, сказав, что это был наш выбор стать чужим для всех друзей, чем спасли их. Мы счастливы, что с нами Феррис, которая всегда принимала нас и стала единственным родным человеком. Мы также добавим, что хотим вновь в нее влюбиться, отчего та попросит снять ушки, ляжет на нас, попросит звать ее по имени и нежно поцелует, после чего мы признаемся в любви. На следующий день в финале чемпионата мы подбодрим Феррис, что защитим ее от всех опасностей, после чего возьмем за руку Феррис и отправимся покорять новые вершины вместе. Концовка Феррис. В этой концовке мы не в силах лишать жизни дорогого человека ради своих желаний, потому избираем путь, где сохраним жизни отца Феррис и своей подруги Маюри. В новой реальности никто не знает и не помнит нас, кроме Феррис, которая станет единственной опорой, для которой приложим все усилия, чтобы жить спокойную, счастливую жизнь рядом с ней, дабы заново в нее влюбиться. Нам не дают прямых ответов, что будет дальше, оставляя читателя в надежде, что теперь для нас наступил долгожданный счастливый финал, где все остались живы. Финал полный любви, радости и поддержки. Весьма личный вопрос, правильно ли мы поступили, но здесь важно то, что мы не дали Феррис потерять отца, стали в разы ближе и теперь проведем всю жизнь с ней. Вероятно, чтобы выйти на эту концовку, не лишним будет отвечать на ее сообщения, которые мельком раскрывали, как она поддерживала и разделяла наши чудные фантазии. Она всегда доверяла любым нашим словам, чем покажет тонкую связь между ней и Акабе, которого та всегда называла Кёма. За этой маской волшебной и удивительной горничной скрывалась горькая правда, потому на ее примере мы очевидно можем научиться ценить своих близких и, несмотря на утраты, всегда сохранять искренность и позитив. И возможно, у нас и не было другого выхода по спасению всех дорогих нам людей, но уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. А что если... У нас появится выбор, отправлять ли сообщение. Нам ничего не останется, кроме как сквозь слезы взять в руки телефон Феррис, отправить сообщение и... Приходим в себя в лаборатории, где рядом стояла Феррис и искала свой телефон. Мы отдадим ее телефон, но прогнав каких воспоминаний вероломно лишили подругу, без отыгрываний искренне со слезами обнимем ее, чего та, конечно, не поймет. Через время Феррис посмотрела на костюмы Маюри и ушла на работу, а мы удивляемся, что город вновь стал анимешным, хоть вместо утешения чувствуем тоску, понимая, какой ценой этого достигли. Оправившись от горя, идем в храм в надежде отыскать ретро-комп. Встречаемся с Рукако, которая не знает про IBM 5100, потому вызовет отца. Он будет очень рад нас видеть и утешительно скажет, что ему действительно передавали компьютер. Пока тот уйдет проверять подсобку, мы неловко извинимся перед Рукако за инцидент, когда трогали ее, а про себя подумаем, что придется относиться к ней не как к ученику, а как к леди. Отец придет на без компа, который почему-то пропал, хоть замок от дверей и был на месте. Рукако повторит, что не в курсе про компьютер, но мы догадаемся, что она лжет. Все же другой проблемой было убедить Рукако отменить Димейл и стать парнем обратно, о чем мы не торопимся советоваться, к примеру, с Курису. Пока размышляем, зайдем к Теноджи, который даст показатель дивергенции, поднявшийся на 0,05%, а значит мы уверенно приближаемся к единице. На этот раз вновь слушаем рассказы старика о его взаимоотношениях с Узухой. Под вечер в лабе под радостный тут-туру встречаем Маюри, которая подтвердит, что она все еще работает с Феррис Мейд Кафе, но сейчас взяла отгул для подготовки к фестивалю. Через время понимаем, что сегодня Маюри, возможно, умрет уже не 14 числа, а 15 вечера. При отмене Димейла дата сдвигается на сутки. Тут есть два варианта: либо мы ничего не ждем и отматываемся назад во времени на 2 дня, либо ничего не делаем вообще, пока Дару сам не позвонит и не скажет, что какие-то парни убили Маюри. В любом случае у нас уже нет выбора, кроме как воспользоваться мобилоновкой. С незначительными изменениями в монологе мы очухиваемся в лабе, где, обдумав сценарий разговора с Рукако, каждая беседа заканчивается ее слезами, что неудивительно из-за характера собеседника и того факта, что мы недавно приставали к ней. В общем, женских вопросах придется положиться на Курису, поэтому вызовем ее на улицу поговорить. Итак, на скамейке вновь рассказываем про множественные прыжки во времени с отменой Димейла, Феррис и Сузухи, после чего Курису удивится, как мы стали серьезны. Помимо этого, она будет в шоке, что Рукако был парнем, хоть внешне это практически никак не отразилось. Она предложит просто втихаря написать отменяющий смс матери Рукако, но мы не знали номер ее пейджера, а в наглую выпросить или соврать мы не решаемся, хоть ассистентка подметит, что раньше уверенный безумный ученый не задавался нормами, морали и прочим. Последний вариант — это рассказать все как есть, на что соглашаемся. Приходим к храму, где, позвав Рукако на полном серьезе, начинаем рассказывать бедолаге, что она должна стать парнем, чтобы спасти жизнь Маюри, попутно повествуя про путешествия и прочее. Рукако воспримет это за очередной бред Хуин Кёмы и расстроится, что мы видим
увидим в ней парня. Она очень оскорбится и даже всплакнет, отчего грустно убежит от нас, не желая больше ничего слушать. С неловкостью и чувством поражения вновь идем к Курису, которая догадается, что мы подняли любовный флаг Рукака, потому и наше заявление воспринялось ей в штыки. Кроме шуток, Курису не верит, что изменение пола одного человека так сильно повлиял на местоположение ретро-компа. Но если верить Сузухе, то 2010 год был одним из мощных мест для изменения аттрактора мировой линии, потому не мудрено. Курису предложит либо поддаться и соблазнить Рукака, чем вытянем информацию, либо же применить жестокую физическую силу, от чего ей самой станет не по себе. Мы не можем знать, остаются ли последствия, потому решаем переиграть и выбрать более дружелюбный вариант, хоть мы и понятия не имеем, как на этой линии влюбили в себя Рукака. Сидя в лабе, наслаждаясь погодкой, к нам придет злая Майюри, которая будет выяснять, почему мы обидели ее подругу, и предложит обязательно с ней помириться. Она также подметит, что мы очень тревожно выглядим, и кроме Куриса нам обязательно стоило бы поговорить и с Маюши. Мы же включим дурака и скажем, что безумного ученого ничего не волнует, но сообщение Рукака с просьбой прийти поговорить мигом нас утихомирит, потому обещаем Майюри поговорить с Рукака прямо сейчас. У храма встречаем подругу, которая нервно скажет, что верит нам, и перед тем, как спасти Майюри и стать парнем, та хочет попросить кое-что взамен. Через неловкость и очень сжатый голос мы услышим, что взамен мы должны стать ее парнем на 2 дня. Ахереть. Акаба очень сильно удивится, мягко говоря, после чего в спешке попросит 5 минут на подумать про себя, считая, насколько же все это неправильно. Придя домой, скажем Майюри, что все помирились, и начнем опустошенно описывать бредни про изобретение микроволновки. Подруга поймет, что мы сломались, а сами делаем тактическое отступление, поэтому прыгаем максимально до 11 числа, чтобы все переварить. Появляемся перед Курису и просим великого нейроученого с нами поговорить, дабы обсудить разницу между мужским и женским мозгом. Ассистентка, чуть не приняв это за свидание, нехотя соглашается. У храма встречаемся с Рукака, где Курису по-научному объяснит разницу между мозгами мужчин и женщин, чтобы пригласить в лабораторию для сканирования ее мозга, от чего Рукака откажется, а мы возмущенно пнем ассистентку за бестактность, после чего та обидится и уйдет. В лоб говорим, что Рукака раньше был парнем, и получим закономерный результат. Далее вновь сидим в лабе, где Майюри будет идентично ругаться на нас, пока не придет сообщение о встрече с Рукака. Тут уже мы подготовились, потому призываем сонную Кристину и идем с ней в храм. Там вновь, скрипя зубами, слышим предложение стать парнем для Рукака до 15 числа, то есть уже на 4 дня. Отойдя набрать Курису, та скажет, что мало чего слышала из кустов, но не видит проблем стать парнем для такой красавицы, так как это только для нас она когда-то была парнем. В общем, придется стать реальщиком, ну, то есть завести девушку как нормальный человек. И несмотря на наши предрассудки, мы понимаем, что делаем это ради спасения Майюри, потому главное не сильно влюбляться и не забывать, что Рукака был парнем. Соглашаемся на предложение, чего Рукака заплачет от радости и неловко предложит завтра сходить на свидание. Она хочет больше нас узнать, потому место должны подобрать мы. Встречаемся посреди города с Курису, которая не очень рада, что у нас появилась девушка, но ради спасения Майюри та пересмотрит отношение к этому. Если кратко, она будет подкалывать нашу неопытность, а в ответ мы пристыдим, что та тоже не сильна в этом вопросе и вообще лиственница. Далее в кафе та будет читать руководство по свиданиям, где расскажет нам базу, что вести себя как бестактный идиот нельзя, нужно внимательно слушать девушку и быть вежливым, не опаздывать и не ходить в дешевые фастфуды, и тем более в отеле любви. Прослушав лекцию, к нам прискачет Феррис, которая подумает, что мы идем на свидание с Майюри, ну или же с Курису, чем смутим последнюю. Отсеяв все варианты, Феррис удивится, что мы подкатываем ко многим девушкам, хоть фактически в этой линии ничего такого не делали. И вот утром гуляем на свидание с Рукака, где разговор не очень клеился. Рукака вспомнит, как мы познакомились на этой улице, и флешбеком вспоминаем, как тогда, еще в мае, на бедного парня накинулись толстые задроты пофоткать Рукака в рабочей форме служителя храма, пока мы не вмешались и по РП не стали толкать речи про безумного ученого, чем спугнули задохликов. После этого мы пообещали дать силы Рукака и купить меч Самидары, придав уверенности и сделав Рукака счастливой. И нет, Акаба тоже не поверит, что событие было одним и тем же для двоих, а значит парень Рукака тоже влюбился в нас после этого, чем очень сильно будем ошарашены. В любом случае, после ностальгии гуляем дальше, где в основном молчали, пока не проводили Рукака, которая была счастлива таким свиданием и будет обязательно ждать завтрашней встречи. Дома нас как реальщика будет ненавидеть Дару, так как даже такой ученый, как мы, завели девушку. А Майюри будет рада, что мы хорошо проводим время, так как главное, чтобы любимый человек был рядом, чем пояснит нам вообще суть свиданий и предложит вместе сходить послезавтра на фестиваль. Далее в одного будем задумываться, действительно ли парень Рукака влюбился в нас при таких же обстоятельствах или нет, полагая, что она, как Феррис, могла просто вспомнить прошлую мировую линию. Дабы в этом убедиться, идем утром к храму,
храму, где прямо спросим, помнит ли Рукака что-то с линии, где та была парнем. Очевидно, та ничего не помнит и сразу отменит свидание. Ну, прям неожиданно. А мы апатично двинем на мост, не желая по таймингу в лабе видеться с Майюри и Феррис. Мы поймем, что ошиблись и рано перестали верно соблюдать уговор с Рукака. А значит, завтра надо нормально с ней пойти на фестиваль с Майюри и Дару. Благо, на этот раз мы не будем одни. На следующий день забираем Рукака и приезжаем на фестиваль, где Дару отошел купить мерч, а Майюри будет водить нас на косплей представления и предлагать идеи для нашего наряда. Если кратко, обстановка была очень натянута, и даже рано провожая Рукака, мы не вымолвили и слова. У храма Рукака со слезами и, очевидно, с ложью сдержит обещание и даст бумажку с номером пейджера матери. Мы же при себя все это время размышляли, что посреди атаку на фестивалях Рукака было некомфортно, и хоть та и сдержала обещание, именно мы не сдержали своего и не сделали ее счастливой, толком и не пытаясь. Не желая так все оставлять, сломя голову, бежим в лабу, активировав мобилоновку. Приходим в себя перед отъездом на фестиваль, где решаем на этот раз сделать все по-своему, потому хватаем Рукака и вместо фестиваля идем к храму. Там мы включаем Хуинкёму, поэтому забываем обо всех руководствах и просим ученицу принести меч Самидары, дабы отточить мастерство. Рукака была счастлива, что мы стали прежним собой, потому с удовольствием вплоть до вечера с нами тренировалась. По окончании Рукака признается, что прекрасно помнит время, когда она была парнем. Она передаст бумажку с номером пейджера, сказав, что в любом случае отдала бы его нам. Помимо этого, она также помнит про IBN 5100. Проводя до шкафчика хранения, та расскажет, что год назад во время уборки храма случайно сломала компьютер и по-тихому спрятала его в одном из шкафчиков. Правда, открыв ящик, там компьютера уже не было. Хоть для нас это не имело значения, раз уж комп был сломан. Мы берем вину на себя, а Рукака скажет, что будучи парнем, та убирала другую часть храма, а значит компьютер, вероятно, был в порядке. Теперь она искренне готова нам помочь и отменить свой демейл. У храма она также честно и радостно поблагодарит за возможность побыть нашей девушкой и передаст номер матери, после чего быстро уйдет, дабы не расплакаться. Отойдя в сторонку, звоним Курису, чтобы та активировала без вопросов мобилоновку, а мы вбиваем сообщение, из-за которого мать Рукака не воспримет всерьез слова про овощи и мясо. В моменте мешкаемся, так как, отправив сообщение, мы сделаем Рукака парнем и сотрем его воспоминания о последних днях с нами, хоть тем самым и спасая Майюри. Вдруг сзади нас обнимает Рукака, которая со слезами признается, что не хочет становиться парнем, так как потеряет дорогие воспоминания с нами, и той придется скрывать свои чувства к нам. Она попросит быстрее отправить сообщение, так как она не выдержит, и будет надеяться, что хотя бы мы запомним ее чувства и моменты с ней. Мы же понимаем, что не можем ответить взаимностью, если отправим демейл, потому должны решить, отправить ли демейл или же оставить все как есть, ради чувств Рукака. Тайм-код, если что, я оставил, поэтому делаем сохранение и приступим. Если мы не отправим сообщение, то Акабе крикнет, что не может больше высокомерно жертвовать воспоминаниями других людей, потому что тот не хочет потерять Рукака здесь и сейчас. Майюри в любом случае умирает, что бы мы ни делали, и пора уже принять такую судьбу. Ночью после первого дня фестиваля ждем Майюри, отписав Рукака, что сделали свой выбор, за который отвечаем только мы. Еще 13 часов назад Майюри радостно согласилась, чтобы мы пришли с Рукака на фестиваль, а у нас еще было время спасти ее, но мы не стали. Вернемся в настоящее, где Майюри встретит нас. Мы извинимся, что не смогли прийти с Рукака утром, но утешим ее, что теперь Акабе и Рукака связаны нитью судьбы и прочий пафосный бред, который был не так далек от правды. Майюри рада за нас, потому спокойно сосредоточится на фестивале, который будет идти еще 2 дня, хоть лично мы скрываем, что той осталось жить от силы минут 10, и мы хотим, чтобы она провела последние моменты, ни о чем не сожалея. Майюри беззаботно будет предлагать Рукака покосплеить, если мы как парень не против, а также упорно ждать Дару. К слову, он придет с награбленным добром, хоть и опоздав. Майюри спросит, почему мы такой мрачный, после чего ее голос оборвется, а сама она упадет с сердечным приступом. Дару будет кричать и беспокоиться, а мы спокойно возьмем ее и извинимся, что не смогли спасти ее, обращаясь к звездам. Через время мы сидели в лаборатории, ни с кем не разговаривая и держась за колени в полной безысходности. Нас прервет Куриса, который не поймет, почему мы просто не прыгнули в прошлое, а мы признаем, что собственноручно смирились и убили ее. Курису спокойно и понимающе скажет, что никому не суждено понять, сколько всего мы пережили с прыжками во времени, но главное сейчас это принять смерть Майюри и жить ради любимого человека. Мы принесли жертву, приняв неизбежное, но позволили жить Рукака как девушке, которая также живет с этой ношей. Мы усмиримся и поблагодарим Курису за поддержку. Далее мы выходим к храму, где Рукака все еще плакал из-за смерти Маюши, чувствуя свою причастность. Она будет на эмоциях просить что-то сделать, воспользоваться машиной времени и прочим, но мы скажем, что пытались много раз, пережили множество тяжелых решений, из-за которых лишали воспоминаний дорогих людей, но по-прежнему не имеем гарантии, что по итогу сможем сохранить жизнь Майюри. И сейчас
сейчас мы уже готовы принять свой выбор. Мы обнимемся, признав, что будем нести бремя оторванных от причин и связи этого мира вместе. Мы будем сидеть в тишине вплоть до вечера, пока Рукака не предложит выполнить последнюю волю Майюри, а именно попробовать косплей. Мы принимаем ее желание, потому идем в лабораторию, где, включив ЛТ-телевизор внизу, заводим обелоновку. Рукака хочет испытать то же самое, что и мы, потому самолично отправиться в прошлое, послушав наши предостережения. Появляются искры и... Оказываемся около храма, где к нам подойдет Рукака, которая со слезами хочет показать нам фотографии с фестиваля, где все весело проводили время, где Майюри была счастлива. Далее пойдут титры, после которых мы увидим, что через время Акаба и Рукака завели общего ребенка. Концовка Рукака. В этой концовке мы не в силах больше лишать людей дорогих воспоминаний и их чувств, потому избираем путь, где примем смерть Майюри ради любви Рукака. Исполнив последнюю волю и приняв чувства, мы с ней отныне будем нести бремя вместе, чтобы жить счастливо в любви и покое, ведь дальше их будет ждать ребенок и новая реальность. Весьма личный вопрос, правильно ли мы поступили, но здесь важно то, что мы дали волю чувствам Рукака, приняв которые мы больше не будем решать судьбы других людей. Вероятно, чтобы выйти на эту концовку, не лишним будет отвечать на сообщения Рукака, которые мельком раскрывали, как она поддерживала и разделяла наши чудные фантазии, дабы в таком виде быть для нас кем-то важным и нужным. Она всегда доверяла любым нашим словам, чем покажет тонкую связь между ней и Акабы, которого та всегда называла Кёма-сан. За этой маской та скрывала свои чувства к нам, потому на ее примере мы очевидно можем научиться быть искренним, стремиться преодолевать страхи и печали, чтобы открыться чему-то новому. Возможно, у нас и не было выхода, но уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. Хотя, может... Мы же понимаем, что не сможем ответить взаимностью, если отправим демейл, потому должны решить, отправить ли демейл или же оставить все как есть ради чувств Рукака. Нам ничего не остается, кроме как сквозь печаль взять в руки телефон. Услышав слова прощания и благодарности, отправляем сообщение и... Приходим в себя возле храма, где находим Рукака, который подтвердит, что он парень и что он нас уважает как учителя. Мы не будем давить с признанием чувств, потому принимаем и остаемся в отношениях учитель-ученик. Далее вспоминаем, что сейчас IBN 5100 должен находиться в храме, потому расспрашиваем Рукака, который позовет своего отца, и уже тот в свою очередь вновь скажет, что компьютер пропал с кладовой. Мы не печалимся, так как понимаем, что должны отменить еще два демейла, Мойки и свой. Далее прогоняем, что сейчас самым тяжелым будет отменить сообщение Мойки. Приходим в лабу, где настраиваем заранее прыжок во времени, пока Майюри с Курису едят и обсуждают завтрашний поход на второй день фестиваля, куда Курису не сильно рвется. Мы вновь пригласим Курису поговорить, что отметит Майюри, так как мы стали с ассистенткой очень близки и часто стали отходить. Итак, на скамеечке в 100-й раз рассказываем Курису за все наши прыжки, после которых та побеспокоится за нас и наше бремя. Но мы не планируем расслабляться, потому попросим ее пойти на фестиваль с Майюри, чтобы убедиться, что она не умрет завтра, 16 числа. Ну, в нашем случае должна, но срок нужно проверить. На следующий день, пока Курису терпит толпу атаку, мы находим адрес издательского агентства, где работает Моэка. Придя туда, нам скажет, что она давно уволилась, но адрес дома остался в резюме. Идем к ее дому, где старая квартира была опечатана полицией. Расспросив полицаев, узнаем, что жительница этого дома вчера в полдень умерла от своих же рук, что вселит в нас ужас. Мы не можем быть уверены, что ее смерть перенесет в жизнь Майюри, так как всегда находился предлог ее гибели, но все равно, отсрочив на бэкграундеров, не понимаем, как и почему Моэка погибла. Единственный выход — это отменить ее демейл, потому для доступа к ее телефону идем прыгать назад во времени. Возле лабы видим искры, и поднявшись наверх, понимаем, что кто-то пробрался в лабу и переместился во времени. Нас это очень смутит, потому нужно решить, прыгать ли самим или же подождать. В любом случае, к вечеру Курису позвонит, и мы догадаемся, что Майюри вновь умерла, только на сутки позже, вечером 16 числа. Так что прыгаем в любом случае. И вот уже 11 числа идем к дому Моэки, рискуя своей жизнью. Надеясь на лучшее, вламываемся в темную грязную квартиру, где Моэка сидела на полу и смотрела в телефон. Итак, встречая своего врага, крайне серьезно пытаемся что-то выяснить у Моэки, которая апатично не реагировала на нас и болтала под нос, что ее любимая ФБ больше не пишет СМС. В ходе бесполезных допросов нам позвонит ассистентка, которая предложит не церемониться и забрать телефон силой, или вообще покончить с жизнью Моэки, раз уж ее смерть формально предрешена. После этого начинаем отнимать телефон,
телефон, на что дают решительный отпор, в ходе которого приходится душить страдалицу, драться, угрожать расправой и наконец-то забрать телефон, с которым мы скроемся снаружи, держа дверь. В телефоне были только сообщения для ФБ с аналогичным текстом, потому звоним Курису для подготовки мобилоновки. Отправляем Димейл с отменой предложения поменять телефон, и ничего не происходит. В руках мы по-прежнему держим фиолетовый телефон, и да, она оказывается и без того не меняла телефон вообще, чем будем встревожены и сильно обмануты. Оставив Курису за главную в случае нашего поражения и не найдя нормальное сообщение, которое она, вероятно, отправила вместо своего Димейла, решаем ворваться внутрь, где в ходе кровожадной борьбы валим Мойку на пол, а дальше держим ее в попытках узнать содержание сообщения. В таком затруднительном положении мы будем долго сдерживать брыкающуюся мадам, уставать, затыкать ее своими губами, когда-то будет кричать и звать соседей. Лишь через время мы найдем диалог, где будем просить выдать содержание Димейла и объяснять, что ФБ не придет за ней, ведь через 4 дня та просто наложит на себя руки. Мойка в слезах не поверит нам и будет дальше верна своему ФБ, с которой та даже не встречалась лично, так как раундеры должны держать личность в тайне. А последнее сообщение от ФБ было спрятать ретроком в камере хранения. После этого мы отпустим и оставим брошенку в слезах, пока как сами наконец-то найдем ее оригинальный Димейл, разбитый на 3 сообщения о местоположении компа в храме. Позвонив Курису и отправив отменяющий Димейл, результатов не достигнем, потому решаем узнать, почему Мойка так усердно старается ради своего хозяина. Она расскажет, что с детства оставалась без родителей и уже предпринимала попытки отправки на тот свет, благо неудачные, после которых ее и завербовала ФБ с раундерами. Мы же вновь скажем ей, что ту просто используют, чтобы потом бросить. Далее решаем сделать все, чтобы остановить их и спасти Маюри. Возле камеры хранения пробуем взломать один из 3 больших ящиков, но нас ловит полицай, откуда с тюряги вытащит отец и уедет. Мы же вернемся к Мойке, оставив Дару следить за ящиками. Предлагаем бедолаге встретить ФБ лично, раз уж та заберет комп, на что подруга откажет из-за страха. Правда, прождав до вечера возле камер хранения, Мойка все же присоединится, раз уж ей осталось недолго, и все же встреча очень важна для нее. Она нас угостит и мило с нами посидит аж до следующего дня. Утром 13 числа видим, как комп забирает загадочный парень, потому следим за ним вплоть до ФБ. В метро, правда, тут резко кому-то передаст находку, потому мотаем домой для отката. Вновь в метро уже не теряем из виду комп, который передавался множество людям всю дорогу. Последней точкой была улица, где на машине комп забрал никто иной, как Теноджи. Оправившись от шока, что мистер Браун как-то связан с этой конторой, без автомобиля решаем вновь скакнуть во времени, заранее придя на место, но уже в машине с водителем на мойке. После еще одного отката ждем мистера Брауна, чтобы поехать с ним до его дома, откуда тот выйдет только вечером. У нас было времени в обрез, особенно тратя его на выяснение для мойки, где же сама ФБ, самая добрая и добродушная мадам, которая дала Мойке кодовый номер М4 и всячески поддерживала. Откинем странные теории, так как ассистентка требует объяснений, где мы есть. Через время к нам присоединится Курису, которая, конечно же, за нас не переживает, хотя бы потому, что наша смерть не предопределена, да и оставлять одного с депрессивной Мойкой не стоит. В общем, решаем пойти в лоб к боссу, где внутри дома найдем у алтаря показатель дивергенции, а сам Теноджи все же прямо скажет, что Мойка их предала. Но теперь, точно убедившись во всем, требуем свой коп, на что мистер Браун выдаст, что ФБ это его инициалы, Фердинанд Браун, а он все это время вел себя как заботливая мама для Мойки, чтобы манипулировать ею. Далее он оставит на нас пистолет, ведь любой, кто находит IBN 5100, будет уничтожен. Он сам работал на организацию ради защиты своей семьи, но как мы верно подметим, тот будет лишь покорным псом для Серн, который без стыда и совести вербует потерянных людей и избавляются от них, когда вздумается. Он не желает слушать про Сузуху, про свою дочь и вообще хоть про что-то. Тот уже все решил для себя и трусливо приняв свою судьбу, он берет пистолет и наставляет дуло к виску. Тело Теноджи падает на пол, и мы, будучи в шоке от происходящего, забираем его телефон вместе с бессознательной Мойкой, которая на своих глазах потеряла всякий смысл жизни без ФБ. Дома у Мойки вместе с Курису прогоняем все, что произошло, чтобы последняя разумила нас, что наша цель это отмена Димейла, а не месть Серн за погубленные жизни. Придя в себя, Курису расскажет, что после выстрела снаружи та через 5 минут встретила дочку Ная. Резко к нам стучаться, чтобы на пороге встретить дочурку самолично. Она ловко с ножом пырнет Мойку и со смехом скажет, что придет убить нас лично через 15 лет, дабы отомстить за отца. Как только она уйдет, мы услышим, как Мойка сожалеет, что убила нашего дорогого человека и что она сама заслужила своей участи. Курису скажет, что она может выжить, если мы превысим 1%, а значит сменим мировую линию. Потому нам надо сделать выбор, отправить Димейл Мойке с телефона ФБ или же нет. Здесь у нас вообще нет поводов не делать этого, но сначала расскажу, что же в таком случае произойдет. Если мы не отправим сообщение, несмотря на сожаление по поводу Мойки и мелкой Наи, попытаемся что-то изменить заранее, чего даже Курису не будет нас останавливать. Ну, получается новый откат.
Итак, быстро пересказываем сюжет Мойки с Курисой, чтобы отправить бедолагу в одного в дом Теноджи, услышать выстрел и встретить Ная лично. Мы за ней побежим, но поймем, что это не та Ная, которую мы знали. Та расскажет, что она Ная, которая помнит следующие 15 лет жизни, прыгает 2738 раз назад, с момента, когда она очень долго и мучительно нас убивала, чтобы потом забрать у раундеров Серн машину времени и пропрыгать до наших дней. Она черканет нас по ноге, чтобы издевательски рассказывать подробности нашей жалкой гибели в будущем 2025 году. И все ради того, чтобы мы жили в страхе все это время, ожидая свою смерть. Ная убежит, так как ей ничего от нас не надо. Поняв, что та прожила 15 лет в ненависти и жажде мести за отца, хоть формально мы виноваты косвенно, чтобы прыгнуть назад во времени из будущего, где ее ничего не держало, все же с Курису решаем отправить Димейл без надежд на какие-то изменения. Мы очнемся возле дома Мойки, чтобы зайти внутрь к ней, где очухались бы отправить Димейл сразу. Там Мойка в старой манере через телефон расскажет, что больше не ищет компьютера, мы случайно спалим, что знаем про ФБ. Прогнав все мысли касательно загубленных судеб, уходим к себе домой без объяснений. У Лабы в мастерской сидел мистер Браун, как ни в чем не бывало, а у себя Курису скажет, что никогда не было в доме Мойки, а значит все сработало как надо. Возрадуйтесь, в нашей лаборатории в коробке лежал IBM 5100 с собственной персоной. Правда, суперхакера не было на месте из-за фестиваля, потому откатимся. И вот Дару сидел у себя, потому созвав суперхакера и ассистентку, прогоняем в очередной раз, зачем нам надо взломать Серн и стирать упоминание первого Димейла. Дару готов приступать к работе, а Куриса уточнит, что первый Димейл был тот, где говорилось о ее смерти. Мы встанем в ступор, так как должны отменить все Димейлы ради спасения Майюри и всего мира, включая Димейл о смерти Курису, чья отмена вернет в Атрактор, где сама Курису будет мертва. Сидя на судьбоносной крыше радио Кайкан, разрываемся на части, не в силах решить, что делать. Либо мы стираем из базы Серна информацию о первом Димейле, что приведет к смерти Курису, либо же ничего не делаем, из-за чего погибнет Майюри. Прогоняем все возможные варианты, но тщетно. Единственное, что мы хотим, это сохранить жизнь нашей подруги детства, ради которой мы и шли по этому трудному пути, и сохранить жизнь дорогой Курису, которая всегда была рядом и помогала на протяжении всего пути. Дабы отвлечься, проводим время с Майюри, гуляя по городу после очередного дня фестиваля. Та будет очень рада, что мы наконец-то выбрались с ней, хоть мы и скроем свои мотивы и всю правду от нее. Сменим тему разговора, где будем не против опробовать косплей вместе с другими ребятами, на что Майюри будет очень счастлива. Подойдя к дому, неожиданно машина начинает гнать в нашу сторону, на что Майюри оттолкнет нас и сама попадет под колеса. Майюри пожертвовала собой, радуясь, что та была полезна нам. Она будет с улыбкой тянуть руки в небо, совершая свое рукопожатие звездной пыли, пока мы лили слезы по ней, в очередной раз допустив ее мучительную гибель. Теперь медлить нельзя, потому, приняв неизбежность судьбы, решаем совершить прыжок. Очухаемся вновь на крыше, где будем размышлять, что если Майюри никак не спасти, то наверняка должны подумать, как спасти Курису. Димейл мы отправили после обнаружения ее тела, а значит попытаться искать убийцу и прочее кажется непосильной задачей, хотя бы потому, что сейчас она жива и убийцы формально нет. Наши размышления и рефлексии прервет Курису, которая искала нас. Она, конечно же, не беспокоилась в кавычках о том, куда мы могли пойти в одиночку, поэтому решила проведать. Мы же издалека начинаем объясняться, что должны сделать тяжелый выбор, чтобы по итогу все равно изложить все как есть, что в наших руках спасти жизнь Майюри ценой жизни Курису. Она будет очень взволнована, но спокойно расскажет, что, возможно, модель времени в виде аттракторов, предложенной Джоном Тайтером, неверна, и что, вероятно, Курису может продолжать жить в своей мировой линии. Единственная проблема, что именно с нашей точки зрения мы не хотим ее терять. Нам позвонит Майюри, ну если отклоним, напишет СМС, чтобы спросить, как у нас дела, и спокойно сказать, что если мы считаем ее обузой, то должны честно ей так и сказать. Мы будем скрипеть зубами, не в силах держать эмоции, а Курису в любом случае вынудит нас пойти встретиться с ней лично. Через время не находим Майюри на площади, вновь беспокоясь за ее пропажу, ровно как и каждый раз с момента смерти ее бабушки. Это наведет на мысль проведать Майюри на кладбище, где та общалась с бабушкой, рассказывая, как та поживает, и что ей в последнее время снятся сны, как Акаба держит ее на руках и плачет. Возможно, она, как Феррис и Рукака, видит свои прошлые мировые линии. Майюри также вспоминает, как мы утешались, что эти сны просто иллюзия. Она также добавит, что ей становится одиноко, но та не хочет мешать нам выполнять важные
важную миссию. После этого мы к ней подойдем, отшутимся про заложницу и уйдем вместе с ней. Далее возле станции прогоняем переживания Маюри, в то время как сами разрываемся в судьбоносном выборе, кому позволить жить. Через время сидим на крыше, над которой уже сгущались тучи и начинался дождь. В переживаниях за Курису неожиданно обнаружим ее рядом с нами, где та хмуро и молчаливо сидела. Мы не в силах подобрать слова, потому просто скрываемся от дождика внутри здания. На лестнице, как в старые добрые, подкалываем друг друга, что оба промокли до нитки, и что нам не стоит смотреть на вымокшую ассистентку. Потом Курису предложат подшить наш халат, который случайно порвался через подтрунивание, мило поддержит разговор. Спустя время в тишине Куриса все же спросит про наш выбор. Если коротко, Курису прогоняла множество вариантов, но все не очевидно, и это пугает ее. Она для себя решила, что не сможет жить дальше, если пожертвует Маюри, потому грубо попросит нас даже не рассматривать иные исходы и попытки спасти обеих. Мы со слезами не можем принять ее кончину, на что Курису просто встанет и шутливо уйдет в лабу отсыхать, оставляя нас здесь. Мы ненавидим себя за трусость, но ничего поделать не могли, потому через пару часов вернемся в лабу, где уже не увидим нашего дорогого человека. Нас встретит Маюри, которая также мило будет вести с нами непринужденный разговор, чтобы не быть для нас обузой и не мешаться. Мы вспомним ее признание на кладбище, и что в ту ночь она была рада быть нужной, потому скажем, что хотим рассказать страшную тайну, которая может сделать ей больно. Маюри же просто улыбнется, ведь когда погибла ее бабушка, именно мы ее утешили, потому сейчас уже она хочет быть полезной и помочь нам справиться с тяжелой ношей. Мы расскажем вообще все, что пережили. Про первую смерть от Моэки, про воспоминания друзей и Димейлы, чтобы наконец-то дойти до Курису, не забывая весь рассказ вести от лица великого Хоэнкёмы. Маюри, правда, все равно расстроится, что все это время она жила как ни в чем не бывало, потому сейчас она хочет только увидеться с Курису в последний раз. Бежим с ней до станции, где находим Курису. Маюри в слезах обнимет ее, не желая отпускать, но та уже сделала свой выбор, поэтому улетит без сожалений домой в Америку, скрывая горечь за улыбкой. Она просто в шутку скажет, что будет рада наконец-то не видеть Акабе, и уйдет, желая Маюри найти свое счастье, а нам сказав, чтобы мы никогда ее не отпускали. Курису уйдет, а мы будем утешать Маюри, что мы ничего не можем сделать, и если она нас ненавидит за это, то пусть будет так. Лишь наши слова, что мы дорожим Маюри, заставят ее улыбнуться, ведь она нас искренне любит и хочет быть с нами. Мы обнимем ее, ведь та сдержит обещание перед Курису и найдет свое счастье. Уже светало, а значит пора. В лаборатории вместе с Маюри и Дару обсуждаем наш план. Дару подготовил взлом, а значит для стирания данных достаточно нажать одну кнопку на клавиатуре. Утешаем Маюри, что все будет в порядке, и готовимся вершить судьбу. Очухиваемся в эту же дату посреди лаборатории, где не было ни единой вещи, которая напоминала бы о Курису. Ее не помнит даже Маюри, потому мы проливаем слезы по Лабману номер 4, которого никогда не было. В слезах просим Маюри остаться с нами навсегда, но что та согласна жить с нами в новом мире, где будущее отныне будет счастливым. Далее пойдут титры, за которыми нам покажут, как Акабе встречает Маюри, чему она была очень рада. Мы слегка потеряем ее, потому после идем с ней под ручку, взаимно не желая отпускать друг друга, и кушаем мороженое. Маюри резко начнет рассказывать, что ей снился давний друг, которого она когда-то знала, и что тот пожелал Маюри найти свое счастье. Мы вспомним про Курису и скажем подруге, что это был некто свыше, потому протянем руки к небу на пути к новому будущему. Концовка Маюри. В этой концовке мы добиваемся столь давней цели по спасению Маюри, отменяя Димейла и сталкиваясь с тяжелыми дилеммами, чтобы наконец-то принять ту реальность, где давняя подруга детства будет жива, несмотря на все жертвы, что мы принесли. Весьма личный вопрос, правильно ли мы поступили, но здесь важно также и то, что мы спасли мир от антиутопии и достигли своей цели. Чтобы выйти на эту концовку, достаточно просто пройти один раз игру, и все равно считаю не лишним отвечать на сообщения Маюри, которые мельком раскрывали ее тесную привязанность и доверие к нам. Несмотря ни на что-то, терпеливо ждала, верила и просто хотела быть полезной для нас. Она далеко не глупая девушка, и она отлично понимает Акабе и его душевную организацию, всячески сглаживая углы и привнося что-то хорошее в его жизнь. Лишь для вида они большую часть истории вели всякий выдуманный бред, так как вся их связь родилась из нежелания оставаться одинокими и отвергнутыми. Именно такой язык любви они выбрали как гарантию безопасности, что те всегда будут рядом, чем дали толчок для такой крепкой связи в дальнейшем. Сейчас же, пройдя трудности, мы вместе с ними, очевидно, можем научиться быть честными со своими чувствами, стремиться к счастью и справляться с невзгодами. И возможно у нас и не было другого исхода, но уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. Ну хотя тут можно кое-что попробовать. Это будет слегка сложно, но...
О боже. Итак, во время второго прохождения следует обязательно отвечать на сообщения Курису, притом определенным способом, чтобы открывать новые сценки и попробовать изменить итог. Самым тяжелым будет скипать килотонну текста до появления каждого уведомления, который не факт, что будет именно от Курису. Так что я подробно расскажу и покажу, где что будет, по порядку. Первое такое сообщение появится в 4 главе с просьбой Курису написать отчет, где мы язвительно будем писать, что ученому некогда таким заниматься, и вообще шутки ассистентки, что мы безумно от слова без ума, не такие уж и смешные. В общем виде переписка будет выглядеть таким образом. В таком случае, спустя пару дней после обнаружения Курису, плачущей по телефону, в лабе мы искренне скажем, что там может рассказать о своих переживаниях, когда будет готово, так как в наших же интересах поддержать своих лабменов. Курису будет очень благодарна и прислушается к нам. Далее, пока навещаем Феррис, Курису не понравится, что ее оставили в лабе, так как она на этот момент еще чужая. Но мы скажем, что она такой же сотрудник лабы, нравится ей это или нет. В общем виде переписка следующая. Тогда во время похода за продуктами для вечеринки Сузухи, Курису добавит пару фраз, где успеет извиниться за обвинение в непристойностях и похвалить, что будучи ученым, мы хотя бы не зазнавшиеся и не ведем себя отстраненно, в отличие от талантливых студентов ее уника. А также она посочувствует Сузухи с проблемным отцом. У нее самой тоже не все гладко, поэтому пока что предложили ей позже самой навестить его. В ходе милых душевных разговоров мы признаем друг друга отличными товарищами. Поздравляю, вы поняли первые 6 флагов истинной концовки. Никто не говорил, что будет легко. В начале 5 главы, оставшись с Курису наедине, та расскажет больше про отца, с которым они были близки, когда маленькая дочурка интересовалась физикой и со временем даже превзошла его в знаниях, что привело к ссоре и обиде на Курису, потому они и сейчас тяжело общаются. Ну и странный старик. Мы же обещаем ей вместе вдвоем поехать к отцу для примирения его с Курису, который очевидно потребует больше времени. Курису будет очень нам благодарна за поддержку. Далее во время прогулки с Майюри ответим на уточнение планов поездки, что вообще-то нужно думать об экспериментах. Грубо. На что получим недовольные всплески агрессии, а за ними более доброе сообщение с просьбой выражаться помягче. О, какой милый смайлик. Подняв второй флаг, смело мотаем дальше. В 6 главе во время подбадривания от Курису та добавит, что мы ей обещали поездку к отцу, а в остальном все будет без изменений. Только в 7 главе, возле радио Кайкана без спутника, Курису попросят узнать про ключи, после чего удивится, что мы не очень безопасно его прячем в щитке, на что серьезно признаем оплошность. Во время уговоров Феррис Курису ответит, что у них объективно нет денег на дорогие ключ-карты, а мы искренне признаем, что безопасность важна, дабы скрываться от Серн. В общем виде переписка такая. И вот уже с 3 флагом мотаем дальше историю до 8 главы, где сначала объяснимся в переписке с Курису, что без задней мысли обняли Феррис. Через время Курису неловко будет спрашивать, а нравится ли нам кто-то, ну так, невзначай. А после признания от Рукака получим смс Курису, что ей без разницы, заведем ли мы девушку, ведь главное это машина времени. Вся глава в смс выглядит так. С 4 флагом мотаем до 9 главы, где во время потасовки с Мойкой должны поймать идеальный момент, чтобы отписать беспокоящейся Курису, что с нами все в порядке. Переписка пока что самая короткая и в таком виде. И вот уже с 5 флагом мотаем до 10 главы, которая символично сменит название, потому здесь уже буду поконкретнее. Здесь глава не сильно меняется, так как все время мы пребываем в рефлексии по выбору одной из девочек. После очередной жертвы Майюри и перезапуска нам придет сообщение от Курису, где мы есть, на котором не лишним будет сохраниться. Если мы не ответим на сообщение, то вся глава будет идентична, кроме пары моментов. После дождя на лестнице Курису будет больше ругать нас, что мы строим из себя героя, но при этом хотим усидеть на 2 стульях и спасти обеих. А в лабе будет более искренний разговор, в ходе которого мы будем злиться на себя, что не можем спасти Курису, так как с ней у нас уже в разы больше воспоминаний, которые пролетят в голове и заставят еще больше проливать слезы. В ходе драмы Курису предложит сохранить о себе воспоминания, поэтому попросит нас закрыть глаза. Она возьмет и поцелует нас притом несколько раз. Это будет очень долгая душещипательная сцена символичного прощания, после которого мы нормально проводим Курису на станцию, подарив сувенир в виде гаджета будущего. Мы не имели права больше лить слезы, потому, попрощавшись с дорогим человеком, идем в лабу, где решительно нажимаем судьбоносную кнопку. В моменте к нам прибежит заплаканная Курису, которая попрощается с нами и скажет, что она нас... Лаба тут же опустела, изменения произошли в мире, и только в нас остались воспоминания о Курису. Завершая миссию, Майюри попросят не сдерживаться, ведь она чувствует, что мы вот-вот заплачем, что было правдой. Мы навсегда запомним все моменты, связанные с Курису. Через время мы выкидываем к черту микроволновку и отныне живем спокойную жизнь, держа в сердце единственную любовь. Концовка Курису. В этой концовке мы добиваемся столь давней цели по спасению Майюри, отменяя демейлы и сталкиваясь с тяжелыми дилеммами, чтобы наконец-то принять ту
реальность, где давняя подруга детства будет жива, несмотря на все жертвы, что мы принесли. Правда, с единственной жертвой мы все же не смогли примириться, так как за все это время Курисо Макиса стала для нас нечто большим, чем просто ассистенткой, Кюристиной, зомби, звездой Севентин, Чендлером и так далее и тому подобное. Весьма личный вопрос, правильно ли мы поступили, но здесь важно также и то, что мы спасли мир от антиутопии и достигли своей цели. Чтобы выйти на эту концовку, как уже было сказано, нужно было сильно постараться, дабы сблизиться с Курисо и узнать больше о ней. В ходе переписок и дополнительных сцен мы ясно видим рост их взаимоотношений, которые из простых подколов переросли в нечто большее. Они далеко не такие разные, и в их отношения легко поверить, учитывая, сколько раз за всю игру мы то и дело, что всегда рассчитывали на Курисо, спрашивали советов и просто доверяли ей. Хоть долгожданного хэппи-энда не случилось, но мы уже можем научиться ценить дорогие воспоминания с близкими людьми и вместе с этим жить дальше полноценную жизнь. Возможно, у нас и не было другого исхода, но уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. Что-что? Это не конец еще? Вообще тут есть последний вариант, и, пожалуй, он самый неожиданный, благо много менять не придется. Ну что ж, тогда в последний раз. В 10 главе после очередной жертвы Маюри и перезапуска нам придет сообщение от Курисо, где мы есть, на которое... Так, стоп. На которое в духе своей депрессухи пишем, что хотим побыть одни. Активировав 6-й флаг, глава будет такой же, как и в прошлый раз. Но после концовки Курисо и титров появится секретное сообщение, и тут давайте поподробнее. Неожиданно Сузуха свяжется с нами и Дару, что нам нужно срочно встретиться. Мы с компанией поднимаемся на крышу радио Кайкана, где обнаружим уже новый спутник, спокойно стоящий на крыше. Еще более удивительно, что из него выйдет Сузуха в военной форме, которая с порога убедится, что мы Акаба Рентара, которому нужно передать очень важные сведения из 2036 года. Если коротко, то теперь в другом будущем вместо антиутопии наступила Третья мировая война, а численность людей сократилась до 1 миллиарда в ходе гонки вооружений и создания первой машины времени. Как итог, мир в руинах, а Сузуха не знает, что такое Сер, но тем не менее она отправилась на машине отца к нам, чтобы вновь великий и могучий Акаба порешал все проблемы. Мы сначала охереем от этого, потом будем противиться, так как обещали себе больше не шатать временную линию. Сузуха скажет, что есть шанс изменить все, если в момент гибели Курисо кое-что изменить. По-научному там было очередное отклонение от трактора, а между ними было пространство, врата Штейна, она же мировая линия, где еще никто не был. По существу нам нужно спасти Курисо, чтобы предотвратить Третью мировую, и только в наших силах что-то изменить. А все это Сузуха знает от своего отца Дару и немного от нас из будущего, до того, как нас убили за бунт против тогдашней власти в 2025 году. В общем, Сузуха протянет нам руку с предложением изменить историю и переместиться в 28 июля для спасения Курисо и всего мира. Мы же под главную тему игры решительно согласимся ради общего будущего, так как судьба уже распорядилась такой возможностью. Дару и Маюри нас поддержат, а значит спокойно садимся к Сузухе в машину времени, откуда выкинем свой волшебный телефон, чтобы не наклепать парадоксов. Итак, наша миссия спасти Курисо, а также приглядывать за доктором Накабачи, который, возможно, как-то связан. И да, из-за Херобура в аттракторах должна быть лазейка, по которой Курисо может выжить шансом 50 на 50. И да, топливо у нас буквально на 2 прыжка по 3 недели, так что права на ошибку у нас быть не должно. Желаем удачи и прыгаем. Оклемавшись от тряски, Сузуха предупреждает не встречаться с самим собой, чтобы не вызвать проблем, потому уверенно вылезаем. Сузуха для отвлечения шмаляет по замку и берет хлопоты суеты на себя. Мы же спускаемся по лестнице, где на этаже встречаем действительно живую Курисо, которая побеспокоится за тряску здания и откуда мы бежим. Мы же переживаем, что это уже совсем другая Курисо, и что похожее мы наблюдали, когда видели ожившую Маюри после стольких раз. В любом случае с нас льет пот, а дабы не накинуться на Курисо со слезами, сбегаем от нее. На этаже проходила конференция Накабачи, а мы же решаем притаиться в кладовой, где будем ждать убийцу Курисо. Сидим в потемках, куда через время придет Курисо и сам Накабачи. Курисо, оказывается, хотел поговорить со своим отцом. Чего? Касательно исследований. Если коротко, то Курисо написала идеальную работу про путешествие во времени, и она хотела публиковать работу вместе с авторитетным отцом, но тот из зависти, что его обскакала своя же дочь, просто решает украсть работу. Накабачи медленно, но верно копил злобу и зависть, чтобы под конец просто ударить Курисо и придушить ее. Мы тут же вылетаем
вылетаем из укрытия, где в ходе потасовки Накабачи достает лезвие. Он считает, что мы, фрик, сорвавший выступление, заодно с Курису, потому тот хочет порезать нас двоих. Мы в ходе битвы однимем нож и влетаем со всей дури на него, но беспокоящаяся и любящая отца Курису встанет между нами, из-за чего удар ножом будет смертельным для нее. Не успевая переварить случившееся, Накабачи убегает, а мы, осознав свою причастность к гибели Курису, громко закричим. Будучи разбитым, к нам прибежит Сузуха и по-армейски быстро унесет нас к машине, откуда вернемся к своим. Там мы будем еще более апатичны, осознав, что тогда своими руками убили любимого человека. От всего этого нас вернет чувство пощечина Маюри, которая в слезах скажет, что мы не тот человек, что готов сдаться и опустить руки. Неожиданно нам на телефон придет сообщение с 2025 года с просьбой включить телевизор. Не понимая, кто это, включаем ТВ, где доктор Накабачи, приехав в Россию, готов передать исследование машины времени, несмотря на возгорание самолета и успешного спасения. Помимо этого, у него была редкая металлическая упа Маюри. Короче, наворвав всего, самодовольный старик нашел политубежище, что сами знаете к чему приведет. Если бы у него не было бы упы, то бумаги, вероятно, бы сгорели. Сузуха признается, что по плану у нас должно было один раз не получиться, чтобы испытать смерть Курису на себе, ведь на самом деле теперь по таймингу нам нужно посмотреть видеописьмо, после которого все станет ясно. Это приведет нас в чувство, и открыв СМС из будущего, мы увидим самого себя из 2025 года. Если кратко, то взрослый, более грубо Акаба Рентара из тени расскажет, что 3 недели живой Курису не должны быть отменены, так как это сделало нас теми, кем мы являемся на данный момент. Единственный способ спасти Курису — это сохранить причинность, то есть мы должны увидеть Курису в луже крови, но при том факта смерти быть не должно, что перекликается с принципом согласованности Новикова. Также будущий мы накинет пафосных речей, присущий нашему духу безумного ученого, и воодушевит на свершение Эль Псай Конгру. Таким образом мы наберемся решимости и в духе Хоинкё мы объявляем, что это еще не конец. Итак, у нас зреет план, по которому мы сфабрикуем смерть Куриса, а также не дадим документам Накабачи дожить до прилета. Под вечер Маюри дает необходимые прибамбасы, включая банан. Сузухе расскажем, что у нас есть светящийся меч, залитый красной светящейся жидкостью, которая сыграет в роли крови Курису. Взяв все необходимое, прыгаем еще один раз в прошлое. На крыше собираемся с мыслями, идем к автомату, где первым выбиваем металлического упу, и немного странно убедив появившуюся Курису, что мы ее спаситель, также проверяем, что Маюри выбила пластикового упу, а значит документам Накабачи кранты. Тихоря видим, что потерянного упу забрала именно что Курису. В подсобке опять ждем Накабачи и Курису. План такой: разливаем жидкость с меча, а Курису вырубаем шокером и кладем в лужу, чем не вызовем парадоксов причинности и бла-бла-бла. Ребята приходят и закономерно начинают драку. В ходе потасовки мы пролили меч заранее, поэтому решительно ловим удар ножом от Накабачи, из-за чего пронзительно кричим, а Курису, которая подошла к нам помочь, ловит удар шокером. Накабачи, обосравшись от шокера, убегает как трус, а мы наконец-то подстроили сцену, лежащей в луже крови Курису. На наш крик придет Сузуха, которая заберет раненого Акабы в машину, где в слезах будем рады, что достигли врат Штейна. К сожалению, вернувшись назад, Сузуха исчезнет, но попросит вновь встретиться через 7 лет. Нас уже заждались Дару и Маюри, потому, видя белый свет перед собой, мы надеемся проснуться в новом счастливом будущем. Прошел месяц, и нас только что выписали из больницы. Идя по городу, замечаем в кармане значки Сузухи, которые навеют теплые воспоминания. Также пройдем мимо храма, где Рукака будет рад нашему выздоровлению, а мы после шутливых учений искренне подарим значок Лабмену номер 6, которому тот будет очень рад. По пути зайдем в мейд-кафе, где Феррис также будет рада нас видеть, ведь она нуждается в нашей великой силе для борьбы со злом, а мы же вручим ей значок Лабмена номер 7. Она тепло примет такой важный артефакт. У Лабы находим семью Теноджи и Моику, которая теперь работает в мастерской после помощи дочурки и знакомства с мистером Брауном. Мы убедились, что теперь с этими ребятами все мирно, потому спокойно вручим Кирю Моике значок Лабмена номер 5. Поднявшись наверх, Маюри забеспокоится, что столько ухаживала за нами, а мы ей даже не сообщили о выписке, но все равно они с Дару примут свои значки Лабменов номер 2 и 3 соответственно. Они не поймут, что значат остальные буквы, но это и не важно, потому оставим значок Сузухи в шкафу в ожидании ее рождения. У радио Кайкана было цельное здание, а по телевизору растерянный Накабачи, роняя кал, жаловался на Аэрофлот за сгоревшие документы. Учитывая его репутацию, ему уже мало кто будет верить, что он не поехавший. И вот, идя по дороге, подумаем о Курису, не имея понятия, какое будущее нас ждет. Но вот мимо нас пройдет юная девица, обернувшись к которой увидим Макис и Курису. Она очень долго искала своего спасителя, а мы от волнения вновь отчитаемся по телефону, что, видимо, это был выбор Вратштейна — встретить Кристину. Курису поправит, чтобы мы не называли ее так, что означало остаточные воспоминания
воспоминания о других мировых линиях, о которых та пока не подозревает. Мы наконец-то поймем, что у всех есть считывающий Штейнер, а воспоминания можно пробудить одним толчком. И вот со слезами счастья, кладя в руку Корису значок Лабмена номер 4, произносим: таков выбор врат Штейна. Истинная концовка. В этой концовке мы добиваемся столь давней цели по спасению Маюри, отменяя демейл и сталкиваясь с тяжелыми дилеммами, чтобы наконец получить ту реальность, где давняя подруга детства будет жива, несмотря на все жертвы, что мы принесли. Правда, с единственной жертвой мы все же не смогли примириться, а судьба дала возможность обойти правила игры и позволить переписать историю, где Корису будет жива, а миру больше ничего не будет угрожать, оставив воспоминания с первой главы действительными. Однозначно, это было правильное решение, где наконец-то все получили долгожданный счастливый финал, где мы можем научиться все брать в свои руки, полагаться на друзей, преодолевать любые обстоятельства для получения своего счастья. И здесь я уверен, что нас будет ждать счастливое будущее. Что ж, мы наконец-то разобрали все мировые линии, пройдя абсолютно все сюжетно важные моменты, чтобы перейти к разбору всего, что пережили. Если коротко, мы прошли историю безумного ученого, который сможет создать машину времени, из-за чего попадет в виртуозную борьбу с самой судьбой за право сохранить жизнь дорогих ему людей. Если пролог оставил чеховские ружья, а первые 4 главы мы знакомились с персонажами и устройством здешнего мира, то с 5 главы научная фантастика сменит краски на психологическую драму, где вплоть до конца мы будем исправлять ошибки прошлого, дабы открыться новому будущему. Столь нетипичный сюжет про путешествие во времени недаром получил статус культового произведения, которое спустя года по сей день горячо любимо аудиторией. И потому давайте раскроем детали и обсудим немаловажные моменты. Как уже было сказано, пролог служил для погружения в мир игры, где происходили события, которые, как мы поняли из финала, обязаны были произойти. Из хорошего могу похвалить авторов, ведь с точки зрения сценария продумать такие мелочи, которые сыграют роль лишь спустя десятки часов чтения, это трудоемкая гениальная работа. Первая глава «Паранойя прыжков во времени» отсылает очевидно к состоянию героя и нас самих, ведь отправив ненароком первый демейл, мы начинаем подозревать, что все-таки изменения мировой линии реальны, хоть пока что ничего толком об этом не знаем, пребывая в состоянии паранойи. Вторая глава «Рандеву случайных блужданий» была посвящена из названия случайным встречам к будущим и оттого очень важным лаборантам, которые также внесут свою лепту в изменение мировой линии. Персонажей вводят постепенно, чего на первый взгляд не кажется, что кто-то из них лишний, что также будет плюсом в копилку создателям. Третья глава «Дивергенция эффекта бабочки» отсылает к первым расхождениям в мировой линии, которые по эффекту бабочки приводят к неожиданным изменениям в мире. Хоть пока что это просто выигрыш в лотерее, сам факт возможности влияния на мир оставляет большие амбиции и страхи. Четвертая глава «Гомеостаз грез» расскажет о желании мира выравниваться, по ходу желания героев так или иначе менять мир. Самым ярким примером были простые грезы Феррис, которые подчастую влияли на инфраструктуру целого города, а вообще в этой главе, написав множество демейлов, мы меняли не только мир, но и дальнейшую судьбу. Как оказывается, в 5 главе «Догма горизонтов событий» мы сталкиваемся с неизменной истиной, что смерть Маюри необратима, чем проходим некую грань событий, от которой путь будет только один. Поэтому в 6 главе «Некроз метафизики» Акабе разложит и умертвит само понятие физики, откатывая принципы причинности, чем сможет сначала продлевать, а затем и окончательно спасти жизнь Маюри. Помимо этого, уже прежнего шутливого Акабе Рентара не будет, ведь герой вырос и готов серьезно бороться с судьбой. Здесь же мы узнаем мотивы Сузухи, и также, шатая законы физики, мы либо боремся дальше, либо, грянув во грехи, решим вместе с ней отправиться в прошлое. Интереснее будет 7 глава «Комплекс искажения мнимого изображения», где мы не на шутку встревожимся проблемой, что, изменив реальность той же Феррис, создав мнимую счастливую реальность, мы начнем колебаться в выборе, стоит ли губить ее сон или же нет. Помимо правдивости реальности, мы столкнемся с проблемой правдивости личности, а именно в 8 главе «Андрогенный фрактал», где очевидно Рукака, имеющим в двух случаях и мужское и женское начало, будет подобен себе целому, как фрактал. Ну то есть, если фрактал всегда при приближении выглядит так же, как и всегда, то и Рукака в любом случае выглядит одинаково, мило и женственно. Конечно, после дилеммы Сузухи с потраченной жизнью или же жизни отца Феррис, глава весьма спорная под конец, так как это единственная глава, где, выбрав счастье Рукака, мы воочию дадим Маюри умереть, а значит мы готовы бросить основную цель ради любви. Лично я считаю, что это очередной вариант выбрать счастье здесь и сейчас, вместо эфемерного спасения Маюри, в котором мы успеем неоднократно усомниться в ходе игры. Ну, герой лично нередко сомневался и на чистой вере продолжал путь спасения. Да и если честно, остальные неканоничные финалы лишь показывают возможный исход,
ход наших решений и изменения мировой линии, поэтому с точки зрения общего сюжета к этому не стоит относиться слишком категорично. С какой проблемой действительно тяжело мириться, так это с 9 главой «Бесконечный апоптоз». Ведь здесь мы большую часть времени не можем принять запрограммированную смерть Курису, ее своеобразный апоптоз. И в духе любой уважающей себя новеллы только решимость и любовь сможет поставить в этом вопросе точку. Мы либо спасаем Маюри в 10 главе «Прозрачная звездная пыль», отсылая на ее рукопожатие и спасение в дальнейшем, либо миримся с Курису в 10 главе «Плавление принципа причинности», где очевидно отказываемся принимать ее смерть, несмотря на фактор причинности или же простой констатации факта ее гибели. Правда, как оказывается, есть еще козырь в рукаве, ведь тесная привязанность способна на многое. Именно в 11 главе «Перед вратами Штейна» наше выдуманное название обретает смысл долгожданного счастья, которое будет получено невероятными усилиями, свершениями, многочисленными изменениями, в ходе которых герой вырастет и встретит ту судьбу, к которой он стремится. Если посмотреть на историю с точки зрения технического вопроса, взяв во внимание только задействованные технологии и то, как именно их используют, то сразу бросается в глаза вопрос, а стоит ли? Технологии уже не первый век сталкиваются с философскими и моральными принципами. Здесь же все крутится вокруг путешествий во времени, что очевидно может очень сильно менять саму реальность под себя. Исходя из здешних формулировок, поначалу это кажется невозможным, чем-то невероятным, но, как окажется, технология за 20 лет будет сделана и приведет к страшным последствиям. На протяжении всей игры мы стремились опробовать уже готовую мобилоновку, чьи самые мелкие вмешательства так сильно влияли на судьбу героев, а в будущем так вообще приведет к антиутопии Серн в составе Комитета 300, ну или же к Третьей мировой войне. Одна только история Сузухи заставляет задуматься, стоит ли вообще научный прогресс таких жертв. Если в лабе мы занимались локальными незначительными изменениями, и то на первый взгляд, играя в эдакого бога ради научного интереса, то вот Серн уже систематически и вполне изящно стелил под себя весь мир, вербуя депрессивных людей, устраивая набеги и захватывая власть во всем мире. Здесь же хочется осветить и ответить на основные придирки. Нередко, сталкиваясь с произведениями про путешествия во времени, хочется задаваться весьма топорными вопросами. Ну, например, почему Серн просто не отправились в прошлое и не уложили всех заранее? Не сожгли последний комп, который на минуточку способен дать доступ к секретной инфе? Такие вопросы к великой страшной Серн весьма обоснованы, но вполне очевидно объяснены в ходе сюжета. Желемены. Одним этим словом достаточно объяснить, почему они физически не отправили условного терминатора и не убили всех к черту. По хронологии они просто в 2010 году обнаружили, что кто-то клепает димейл, и через пару недель устроили рейд. К примеру, Моэка искала комп, но не очень-то удачно, будучи чуть ли не самый покладистый и верный ментору ФБ. В таком случае Серн просто ограничены временными рамками, притом это если не брать проблему причинности Новикова, которую наши герои чудом обошли, когда как массовый расстрел от Серн привел бы бог знает к чему. Так что с точки зрения физики, с точки зрения логики и в конце концов с точки зрения сюжета, именно эмпатичные герои получат то, что должны, а не монструозная бюрократическая машина. Ну ладно, Серна, почему сами герои не могут просто слепить себе новую реальность? Ну, то есть они формально так и сделали, но думаю, у всех возник вопрос, неужели нельзя было в любой момент игры переписать сообщение, чтобы все были живы, тот же Рукака остался девочкой, отец Феррис был жив, а молодая Сузуха осталась дальше с нами. В конце концов, почему Акабы просто не попросил себя из прошлого не клепать новые димейлы? Что ж, здесь в основном ответы будут лежать именно в сюжете. Формально не Акабы, ни Курису, ни мы с вами понятия не имеем, как работает реальность и куда ее в итоге качнет. Мы систематически отменяли димейлы, чтобы достигнуть нужного аттрактора, потому что не знали, где именно свернули не туда. Сама цель спасти Маюри была поводом откатывать аккуратно и постепенно до нужной мировой линии. Я уже молчу, что отменить все фразы «не делай димейлы» была бы неуместно с точки зрения драматургии и личностного роста персонажей. Вообще проблема кроется в самом первом сообщении о смерти Куриса, так как его нельзя было бы отменить. Ну то есть если отправить димейл, не писать димейл, все равно останется этот второй димейл, а значит Серн все равно придут и всех убьют. Честно, даже в голове не укладывается, как бы мировая линия изменилась, если это буквально противоречит принципам причинности и здравому смыслу, так как все равно в лучшем случае это не сработает, а в худшем оставит парадокс и приведет к такому же финалу. В общем, если хоть кто-то будет копаться в сюжете Вратштейна, просто говорите, что параллельных миров нет, есть только аттракторы, притом все должно быть согласовано по Новикову, приведя пример самообмана в 11 главе, где только
только так трудоемко можно хоть что-то изменить. В остальном сюжет сам показывал, как герои не уверены вообще ни в чем, и даже со считывающим Штейнером мы терпим скорее проклятие, чем дар вселенной. Так что всякие простые попытки отсылают к разным моментам, где именно простые решения вели к очередной расплате за содеянное, что показывает, какой ценой вообще мы добиваемся целей. Хорошо, сюжет порешал, все сделали что могли, не нарушая свои же правила, хотя бы на первый взгляд. Но как вообще получилось воссоздать столь удивительную мобилоновку? Конечно, в самом сюжете весьма по-научному подано, что вот под лабой лифтер, мобилоновка стреляет волнами через микро-черную дыру, а все парадоксы решаются, так как физически никто не перемещается. Спасибо технологии перемещения информации в мозг из другой игры этой научной вселенной. Все же никто не говорил о стопроцентной достоверности. Здесь хочется отойти в сторону и поразиться иронией, что пока могущественный Серн создаст машину времени только через 20 лет, наши чудаки Атаку вместе с одним умным студентом смогли из палок и грязи воссоздать столь удивительное устройство. Но сюжет игры показывает, что без репутации, без грантов, без обязательств, дети на энтузиазме, создав такую машину, вскоре столкнутся с тяжелыми последствиями. Так что кроме сюжетно обоснованных допущений, о которых я готов спорить со всеми часами, все же здесь история о том, как именно факт создания невероятной технологии влечет страшные последствия, которые стоит учитывать и брать во внимание, решая множество моральных проблем. И главное все же не научный прогресс, а человечность и уроки, на которых многие из нас должны учиться. Если про внутреннее устройство мира и повествование было сказано достаточно, и если большинство персонажей я осветил в концовках, да и учитывая перезаписи мировой линии, неизменными останется только главный герой, Акабе Ринтара. И именно с его стороны нужно смотреть на всю историю, в ходе которой герой вырастет из обычного чудака синдрома восьмиклассника во взрослого и осознанного ученого. Если в первых главах разговоры о тайной организации и приведении мира к хаосу звучали как заигрывание, то впоследствии эти фантазии окажутся реальностью, притом далеко не идеальными. По ходу игры мы можем прочувствовать всю тяжелую ношу, которую он на себя возложил. Мы сталкивались с обстоятельствами и буквально боролись против неизменности судьбы, где по итогу свобода воли смогла преодолеть вселенский фатализм. Каждый раз мы проникались историей каждого героя, чью судьбу мы должны были по итогу изменить, что составляет львиную долю всей трагедии и драмы для Акабе. Каждый раз, отмывая время, неизменным только оставались мы и наши воспоминания, благодаря сильнейшему считывающему Штейнеру. Единственными людьми, кто нас поддерживал от начала и до конца, были Маюри и Курису. Но если первая из давней дружбы просто чувствовала наши страхи и старалась утешить, то вот вторая уже осознанно слушала из раза в раз наши объяснения, чтобы по итогу стать чем-то большим для нас. И хоть наша реальность и наша память крайне субъективна, только благодаря эмоциональным связям мы находим в себе силы двигаться дальше. Таким образом, мы вместе с героем не только занимаемся научными открытиями или простыми локальными разговорами, но и познаем глубокие темы ответственности, судьбы, ценности человеческих взаимоотношений и то, с какими трудностями сталкивается каждый. Именно так мы и становимся взрослее. Если анализировать путь каждого персонажа, то все так или иначе приходят к простой истине, что каждое решение и память о нем является частью нас, и что стоит просто ценить эти моменты. Хорошие или плохие, радостные или печальные, наши выборы и последствия, боль и примирение, все это составляет большую часть нас самих, и с этим багажом мы должны двигаться вперед к чему-то светлому. Не нужно зацикливаться на прошлом, цените момент здесь и сейчас, чтобы достичь своих врат Штейна, своего идеального будущего. Сохраняя свою неизменную суть, мой дух, прошедший через все миры, будет жить в гармонии с этим новым выстраданным миром. Я не забуду, я не сломаюсь, я буду соответствовать этому шансу на новое будущее. Эль Псай Конгро. Что ж, наконец-то мы пережили все мировые линии и закончили на высокой ноте. Что это? Господи. Нет!